Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо вам за такую встречу. Спасибо за то, что пришли. Ужасно я рада, что я тут. Далеко, издалека к вам летела, но я очень-очень рада, что я здесь. И знаете, я вот с чего начну. Причем, не для того, чтобы там подлизаться к публике, хотя мне, конечно, приятно сказать вам приятное, но я это говорю и за пределами Казахстана тоже. Вот мы сегодня будем говорить, мы назвали лекцию «Суд истории», и мы будем говорить о том, как в разных ситуациях люди судят, люди, общество. Суд же – это не обязательно вынесение приговора, да, выносят оценки, скажем так. И есть действительно, есть суд истории. Нам часто кажется, что это один какой-то суд. На самом деле он очень сильно меняется. История по-разному оценивает все. Есть суд человеческий, это может быть суд, скажем так, государственный. И мы предполагаем, что в честных государствах он объективен, хотя тоже бывает не всегда. А есть суд человеческого мнения, который очень может быть вообще похлеще суда государственного. Есть суд совести, и это очень важная вещь, хотя этим очень легко злоупотреблять. Знаете, вот я знаю 2 периода, хотя наверняка можно найти больше, когда говорили, что судьи должны судить по совести. Это французская революция в разгар якобинского террора, и это гражданская война в России. И это очень хорошо звучит, правда? Судья должен судить по совести. Но судья должен судить по закону. А совесть его должна ему вот это вот говорить, что ты суди по закону. Потому что совесть – это дело очень личное. Но мы еще в конце придем к совести и про это поговорим. Но, по сути дела, это будет разговор об ответственности и вине, о прощении или там неспособности прощать. И знаете, я когда летела сюда, то я думала, что Казахстан – это страна с невероятно трагической историей. Понятно, так, про многие страны, к сожалению, можно сказать. Но те ужасы, которые, в частности, в 20 веке выпали на долю здесь живущих людей, это, конечно, кошмар полный. Но, к сожалению, наиболее распространенная реакция по всему миру, и в частных отношениях, и в рамках государства. То есть, когда происходят какие-то ужасы, когда происходит несправедливость, то очень распространенная, естественно, какая реакция там? Озлобленность, желание отомстить, нежелание прощать. И это очень сильно влияет на все последующее. Это неприятно, но это объяснимо. И вот то, как, скажем, за последний год жители Казахстана продемонстрировали свою доброту, доброжелательность, поддержку всем тем, кто к вам бежит из России, это настолько потрясающе. Я вот это говорю совершенно серьезно. Это действительно потрясающе. Я следила со своей подругой, которая ехала со своим сыном там, от Оренбурга к границе и дальше. И они уже не могли приехать в Уральск, потому что там вообще негде было жить. Вот когда там в кинотеатре люди спали, они поехали дальше еще. И они повсюду встречали такую поддержку и помощь. И они просто шли по улице, и к ним подошла женщина и сказала: вы знаете, у нас есть форум, который помогает вот тем, кто нуждается сейчас в помощи, вы туда заходите, обращайтесь, если вам нужно. Знаете, это такие простые вещи, которых сегодня нет практически нигде. Неправду я говорю. Естественно, есть тысячи людей по всему миру, которые помогают другим людям в беде, самым разным. Но это здесь какая-то... Наверное, здесь тоже есть в вашей стране, не сомневаюсь, к сожалению, есть люди, которые ощущают все совершенно по-другому. Но вот эта вот концентрация добра, это очень дорогого стоит. И поэтому я с каким-то совершенно особым чувством сегодня начинаю говорить. Хотя сегодня у нас, конечно, речь пойдет в основном о печальных событиях, но на них тоже надо как-то реагировать. И очень много зависит от того, как люди себя ведут. И, понимаете, есть какие-то вещи, которые уходят в далекую-далекую глубину веков.
И сейчас очень много разные историки, философы, биологи, социологи говорят, как много там вылезает из биологической природы человека, чуть ли не из первобытной. Ну, про это больше завтра будет разговор. Но вот если мы говорим о том, как люди оценивают, осуждают или не осуждают друг друга, кого они судят. Понимаете, когда мы говорим ответственность, к сожалению, это очень часто превращается в вот это ты виноват, нет, это твои виноваты, еще что-то в этом роде. Но на самом деле, если мы думаем не просто кого бы нам обвинить, а вот из-за кого произошли эти события или из-за чего произошли эти события. Вот первый вопрос, кто виноват, а следующий вопрос, что делать. И мы сегодня увидим, в зависимости от того, как мы отвечаем на первый вопрос, мы совершенно по-другому можем ответить на второй. Если врач снимает симптомы просто, то на какое-то время человеку может стать лучше. Но на какое-то. Да? А если поставлен диагноз правильный, то можно вылечить болезнь. Ну, в истории не так, конечно, прямо вот, если бы можно было так, таблеточку и все. Но все равно правильный диагноз в истории это тоже очень много значит. И вот чем дальше мы смотрим в прошлое, тем больше мы видим такую вещь, что сегодняшнее представление о том, что человек сам несет ответственность за свои поступки, это очень недавнее представление. Вот чем дальше назад, тем сильнее коллективная ответственность. И это понятно, потому что люди совершенно не представляли своей жизни без коллектива. Это мог быть греческий полис или племя, крестьянская община, средневековый цех. Вот вся твоя жизнь проходит в этом коллективе. Здесь все друг друга знают, здесь все друг за другом следят. Не в смысле там шпионства, но просто ты всегда на виду. Да? Ты не можешь отличаться от других по самым разным причинам. Не случайно одно из самых страшных наказаний – это изгнание. Потому что изгнанник, он никто. За ним не стоит его община, его боги, его предки. Его любой может убить. Просто потому что, а кто за него заступится, кому он нужен? И вот удивительно интересно смотреть, как в человеческой истории вдруг начинают прорастать независимые человеческие личности. Это в разных местах происходило, но вот ярче всего это видно в Древней Греции. 5 век до нашей эры, то, что называется «Золотой век Афин», который все мы прекрасно знаем, потому что это время, когда были построены там Парфенон и множество других великих произведений, когда были пьесы великие написаны, великие разные люди жили. Ну, в общем, большая часть того, что мы знаем про Грецию, мы знаем, это как раз связано с V веком. И не случайно мы так любим этот период, потому что это время, всегда говорится, это время интереса к человеческой личности. Вот какие статуи появились, как они изображают человека, как человек в пьесах. А вот знаете, я недавно читала статью, она давно уже была написана одним очень крупным специалистом по античной литературе. И она называется так: «Была ли у древних греков совесть?» Ответ – нет. И это, как это, что, они все были бессовестные? Понимаете, в нашем смысле да. Это не значит, что они все там подряд всех били, колотили, не знаю, грабили. Совесть – это очень личное качество. Вы знаете, есть песня Юлии Кима, где он все время повторяет: совесть – это нравственная категория, позволяющая безошибочно отделить дурное от доброго. Но кто это отделяет? Это сам человек отделяет, да? Вот древние греки, и, кстати, все древние народы тоже. Это как ты сам определяешь, что хорошо, что плохо? Ты чего, самый умный? Мы все знаем, что хорошо, что плохо. А откуда мы знаем? Потому что боги так сказали, жрецы так сказали, старейшины, предки и так далее. Это всем известно. Выпендриваться нечего. На рубеже 5-4 веков до нашей эры в Афинах появились очень разные люди. Философы, военные, скульпторы, там, политики, которые вдруг в той или иной мере стали говорить: а я сам буду решать, что хорошо, что плохо. И это вызывало просто ярость иногда. Потому что это казалось вызовом всей общине. И вот, наверное, самый знаменитый человек
из тех, кто так действовал, это был философ Сократ, который заплатил жизнью за свои убеждения. При том, что Сократ был добропорядочным гражданином. Мы знаем подробно его биографию, как он там служил в армии в молодости и очень храбро себя вел, там, переносил все тяжести, тяготы. Потом там была такая небольшой период, когда была тирания установлена в Афинах. Он совершенно не поддавался этим тиранам, вел себя независимо. То есть он был вполне добропорядочный гражданин Афин. Но он занимался очень странным делом. От Сократа, как мы знаем, не осталось ни одной строчки написанной. Все, что нам известно, написали его ученики. Прежде всего Платон. И Платон так ярко это описал, что просто кажется, что ты присутствуешь при этих всех разговорах Сократа. А Сократ занимался только тем, что разговаривал. Он говорил, что он перенял профессию своей матери. Его мать была повивальной бабкой. Вот он говорил, моя мать помогала рождаться людям, а я помогаю рождаться истине. И делал это он очень интересным образом. Он все ставил под сомнение. Но сегодня это начало любого научного исследования. Это само собой разумеется. В тот момент это было что-то очень странное. Он начинал задавать простые вопросики. Видите, вот до него уже было много философов в Греции, но они рассуждали, как устроен мир, там бытие, небытие, сущее, несущее. Читаешь, мозги начинают закипать. А Сократ задавал вопросы, которые всем были понятны. А как ты думаешь, человек, который идет в бой решительно, его можно назвать отважным? Ну, а жители Афин там все ходили, там же все служили в армии, там не было регулярной армии. Просто когда враги нападали, то все мужчины шли воевать. Они это все понимают. Да, ага, а если человек боится, а все-таки идет в бой, он отважный или он все-таки трус? Опять, эта ситуация всем понятная. И дальше он вот такие вот задает вопросик. Ой, и он приходит к какому-то совершенно неожиданному выводу. И вдруг оказывается, что какие-то понятия, казавшиеся абсолютно незыблемыми, а к ним можно подойти совершенно по-новому. И это шокировало, это раздражало. В знаменитой пьесе Аристофана «Облака» выведен Сократ, который сидит, значит, в таком месте под названием «Мыслильня», а простой житель Афин, у которого сын как-то себя плохо ведет, ему посоветовали, ну вот ты отведи к философам, они его научат, как правильно жить. И он его отводит в эту мыслильню, после чего там его учат, наоборот, отца не слушаться, он выходит, отец его начинает воспитывать, он отца бьет. И когда тот возмущается, то он ему еще с философской точки зрения объясняет, почему он имеет право так сделать. Говорит, а если ты недоволен, пойди побей маму, и тогда все будут, значит, спокойны. И Сократ был на этом представлении, и все на него оглядывались, чтобы понять, как он на это реагирует. И в конце концов он встал, и в течение всего спектакля стоял, ну, чтобы всем было видно, что он спокойно на это смотрит. Но зря он был так спокоен, потому что это был, конечно, звоночек. То есть вот что-то не то делает Сократ. Хотя он ничего такого не делал, он просто разговаривал. Пройдет больше 2000 лет, и Ницше, который очень не любил Сократа, скажет, что Сократ отравил мировую культуру ядом рационализма. И вообще он прав. Потому, ну, если только убрать вот отравил ядом, Сократ принес рационализм. Что это такое? Рассуждение. Вот давайте мы будем сами рассуждать. А если я сам рассуждаю, то я сам и прихожу к каким-то выводам, а не к тем, которые мне заранее дали. Вот это всем очень не понравилось. И два обеспокоенных гражданина подали на Сократа в суд и обвинили его в очень страшном проступке, а именно в развращении молодежи, которую он внушает неверие в богов. В Афинах очень интересно был устроен суд. Там не было никаких профессиональных обвинителей, судей, никого. Судьи выбирали по жребию, жребий воля богов, и их было 500 человек. То есть для маленьких Афин, в Афинах, очевидно, было там, может быть, 50 тысяч, может быть, 100. 500 человек – это очень много, это такой срез. Это как бы весь город его судит. И среди этих людей могли быть горшечники, торговцы, там, я не знаю, полководцы, кто угодно.
И он приходит, да, и, значит, обвинители сами обвиняют, а обвиняемый сам защищается. И он начинает так очень тихонечко, что простите меня, жители Афин, если я что-нибудь не так сейчас скажу, мне уж 70 лет, а я первый раз в суде. Ну, то есть там типа я не привлекался никогда. А дальше видно, как он начинает их провоцировать. Вот Платон написал свою апологию Сократа, ну, как будто это такой прям протокол заседания. И Сократ говорит, и он несколько раз повторяет: не шумите, афиняне. Я просил вас, не шумите, афиняне. То есть понятно, что они его слушают, и они все переглядываются. Кто он что такое говорит? Это что вообще такое? А что он такое говорит? Начал он вот с чего. Ну, вы, наверное, знаете, говорит он, что вот был один человек, который спросил оракул, кто самый мудрый человек на земле. И оракул же говорит от лица Бога, это уста Бога. И оракул назвал меня. Не шумите, афиняне. Афиняне уже так как-то, И я не мог понять, я же знаю, что я не самый мудрый. Но Бог не может ошибаться. Почему же он это сказал? И тогда я стал смотреть на других людей, говорит Сократ, и понял, что никто из них не понимает, что они ничего не знают. А я знаю, что я ничего не знаю. Вот поэтому Бог и назвал меня мудрее других. Не шумите. Тут они, конечно, взъярились. То есть он их, попросту говоря, назвал всех дураками. Да? Потому что вы даже не понимаете, что вы ничего не знаете. Но он сказал очень важную вещь. То есть моя заслуга в том, что я не горжусь своими знаниями, что я все время понимаю, что я не знаю, что я ищу знания. Уже как-то не очень. Ну и дальше... Там долго длился этот суд, много было разных поворотов. И судьи голосуют, они камешки тоже бросают и признают его виновным. Небольшим перевесом голосов, но признают. Тут бы ему выйти и сказать: спасибо тем, кто в меня поверил. А он говорит: странно, что так мало голосов против меня голосовало. Я удивлен, я думал, больше будет. То есть он их прям вот все время подкалывает. А дальше там такое правило, что что обвиненный уже должен сам назначить себе наказание. При этом это не гарантия того, что будет именно это наказание. Но это как бы показывает, что он признал свою вину. Вот насколько ты себя считаешь виноватым. И он выходит и говорит: мои друзья мне советуют, чтобы я назначил себе штраф в 50 мин. 50 мин – это очень много. Ну, Сократ был бедный человек, но у него было много друзей, они бы собрали ему эти деньги. Он говорит: ну ладно, но если они так говорят, пусть будет 50 мин. А теперь вот я вам скажу, к чему я хотел бы себя присудить. Чего я заслуживаю? За то, что всю жизнь не жалел себя, не думал о своем богатстве, о своем здоровье, а только учил молодежь, учил их добру. Я себя присуждаю к обеду в Пританее. А Пританей – это такое государственное учреждение, где заседают пританы, чиновники, и это огромный почет. Вот победителя в Олимпийских играх встречали пританы и обедали с ним в Пританее. Ну, Сократ себя к этому присудил. И тогда они вынесли ему смертный приговор. Причем, что характерно, что тех, кто голосовал за смерть Сократа, было больше, чем тех, кто голосовал за его вину. То есть он достал даже тех, кто до этого хотел его оправдать. И тогда он выходит и говорит: да вообще-то я знаю, что вы от меня ждали. Вот интересно, он начал с того, что: ой, простите, я тут первый раз. Говорит: я знаю, что вы от меня ждали. Я знаю, как люди себя ведут в суде. Плачут, просят прощения, детей малых приводят, показывают, говорят: пожалейте. А я не буду ничего этого говорить. А знаете почему? Потому что есть вещи страшнее смерти. Это нравственная порча. Вот понимаете, за прошедшие тысячелетия эти слова девальвировались. Лучше смерть, чем позор. Это уже прям вот... Да. Но это говорит человек, который на смерть идет. Поэтому это весомые слова. И он говорит: у меня есть мой личный покровитель.
Это тоже, конечно, всем очень не понравилось. Мой даймоний. Но слово даймоний иногда переводят как демон, но слово демон у нас сразу вызывает какие-то ассоциации, там, черт, дьявол. А это совсем не то. Даймоний – это такой дух-покровитель. Вот у меня есть мой даймоний с детства. И он мне никогда не говорит, что я должен сделать. Но если я хочу сделать что-то дурное, то он мне говорит, чтобы я этого не делал. То есть, по сути дела, он описывает совесть, он только этого слова еще не знает. И вот, говорит, поэтому я не буду просить прощения, я не буду унижаться. И если вы мне сейчас скажете, что вы отмените свой приговор, если я перестану заниматься философией, то я откажусь. И бояться мне нечего. Одни философы говорят, что после смерти вообще ничего нет, тогда чего бояться, я уже человек старый. А другие говорят, что после смерти человек получает по заслугам. И тогда, после смерти, в царстве Аида, я буду вечно беседовать с другими невинно осужденными. Такое вот представление Сократа о рае. И уходят. И его должны были казнить сразу же, как в Афинах водилось. Но в это время уплыл корабль на священный остров Делос, где надо было совершить обряды в честь бога Аполлона. И так как никто не знает, в какой момент корабль прибудет, то есть вероятность, что казнь Сократа совпадет с обрядами, а это оскорбит бога. Поэтому он месяц сидел в тюрьме, ждал возвращения корабля, сидел совершенно спокойно. Ученики подкупили стражника и предложили ему бежать, он отказался. Он сказал, я никогда не нарушал законы и сейчас не буду. Тоже такой личный выбор. И вот проходит месяц, корабль возвращается. Ну и дальше вот это то, что на картине Давида, как раз прямо иллюстрация к рассказу Платона. В центре в красном одеянии это охранник, стражник, который принес чашу с ядовитой цикутой. И за этот месяц он сам так полюбил Сократа, что он оплакивает его. А рядом ученики в отчаянии. Ну и только Сократ по-прежнему в совершенном спокойствии их поучает. И когда они его спрашивают, как он хочет, чтобы его похоронили, он говорит, ну вот вы ничего не поняли из того, что я вам говорил. Какая разница? Вы же не меня будете хоронить, а мое тело. А я буду уже где-то в другом месте. Он берет чашу с цикутой, спрашивает, а можно ли сделать возлияние богам? Потому что греки же всегда несколько капель выливали на алтарь. Говорит, нет, мы стираем цикуты столько, сколько надо. Ну что ж, хорошо, говорит он, но молиться о переходе в другой мир, говорит этот богохульник, необходимо. Он выпивает чашу, он ходит, потом ему ходить становится тяжело, он ложится на кровать, холод поднимается снизу вверх. В последнюю минуту он вспоминает, что если так он умирает от яда, то надо принести жертву Асклепию, богу врачевания. И говорит, мы должны Асклепию петуха, так отдайте же, не забудьте. Это были его последние слова. Он поворачивается лицом к стене, закрывает голову плащом и умирает. Но через некоторое время жители Афин раскаялись, изгнали его обвинителей, поставили Сократу статую. Как вы понимаете, Сократ это к жизни не вернуло. Но история Сократа стала одной из самых знаменитых во всей мировой культуре. И сегодня есть небольшое количество ученых, которые говорят, а может и не было Сократа, может это все Платон придумал. Может быть, я не знаю. То есть я не верю в это, безусловно, но вот если, предположим, вдруг сейчас найдут какое-то неопровержимое доказательство того, что Платон все это придумал, мне кажется, это ничего не изменит, потому что эта история повлияла уже на такое количество поколений, культур, людей. Ее столько иллюстрировали, пересказывали, драматизировали, обдумывали. И это не случайно, потому что она говорит о чем-то невероятно важном, о том, как человек сам берет свою судьбу в свои руки и сам решает, что он будет жить вот так. Он сам решает, что хорошо, что плохо. И это невероятно важная вещь. И надо сказать, что в течение многих веков после Сократа это оставалось удивительным и ни на что не похожим делом. Вот у меня здесь две картинки из самых разных, из абсолютно разных периодов. Но они говорят, в общем, об одном и том же. Вон там на греческой вазе изображен жрец Аполлона, которого зовут Хрис.
Он появляется в первой песне Илиады. Ну, то есть Илиада написана еще до Сократа, но идеи и очень хорошо отражает как раз вот эти представления древние. Ахейцы под Троей уже 10-й год осаждают Трою, взять ее не могут, и они совершают такие вылазки против других городов, союзников Трои. И вот они разграбили город, захватили добычу, захватили много пленниц. И захватили прекрасную пленницу, дочь Хриса, Хрисеиду. И она была так хороша, что ее отдали самому Агамемнону, царю царей, вождю всего войска. Хрис собрал огромный выкуп, приходит к ахейцам и умоляет, чтобы ему отдали дочь. Дальше происходит очень интересная вещь. Ну, не все, конечно, собрались, ясно, что вожди собрались, но неважно. Народное собрание. И все говорят: отдать девушку, отдать девушку. Ну, там, то ли они ее пожалели, то ли такой хороший выкуп, но они хотят ее вернуть. Один человек это сделать отказывается. Как вы, наверное, догадываетесь, это Агамемнон. И он, очень трогательно Гомер пишет, это же их нравы. Он выходит и говорит: да вы чего, она такая красивая, она мне нравится куда больше моей жены, я ее не отдам. Ну, наверное, те, кто хорошо помнит греческие мифы, помнят, что потом Агамемнон вернется, и жена его убьет. Но не за это, по другим причинам. Но пока что он этого не знает. И, значит, Хрисеиду не отдают, Хриса выгоняют. Что ему делать? Он идет к богу Аполлону и начинает просить, говорит: я сколько лет тебе служил, верни мне дочь. Следующий интересный момент. Аполлон, естественно, всесилен. Он может Хрисеиду взять и так, перенести домой. Или он может явиться к Аполлону и сказать: а ну-ка, отдай быстро девушку. Вместо этого он берет свой серебряный лук и пускает свои серебряные стрелы в ахейский лагерь. И там начинается эпидемия. А эпидемия всегда считалась наказанием богов. И они обращаются к оракулу, чтобы узнать, чем же они прогневали богов. Оракул говорит: отдайте девушку. И они ее отдают. Ну и отсюда завязка Илиады, потому что Агамемнон в ярости, он говорит: ага, вот Ахилл говорил, чтобы ее отдать, тогда отнимите у него его наложницу Брисеиду, отдайте мне. Брисеиду отнимают у Ахилла, Ахилл обиделся, отказался выходить на поле боя, ну и дальше все закрутилось. Но для нас интересно вот это начало. Никого в тексте не удивляет произошедшее. Значит, еще раз. Все хотели отдать девушку. Не хотел один Агамемнон. Эпидемия обрушивается на всех. И никто не говорит: а почему это мы страдаем из-за него? Всем совершенно понятно, что если их вождь так себя повел, то боги, конечно, наказывают всех. Потому что это само собой разумеется. Они все несут за это ответственность. Соседняя картинка – абсолютно все другое. Другое время, другое место, другая ситуация. Это Германия, средние века. И вот, значит, стоят добрые христиане с такими милыми улыбками и смотрят, как сжигают евреев. Дело богоугодное, понятно. Почему их сжигают? Потому что они Христа распяли. Но вообще-то это 14 век. Да? То есть прошло уже 1500 лет после распятия Христа. Непонятно. Но для жителей средневековой Германии, или, скажем, для крестоносцев, которые по дороге в Иерусалим устраивали эти дикие погромы, это не проблема. Потому что они считают, что все исповедующие иудейскую религию, на них на всех лежит эта вина за то, что было совершено сколько-то веков назад. Кстати, древние греки с ними бы, конечно, согласились, потому что все ужасы, которые происходят с Агамемноном и с его потомством, это тоже не просто так, а потому что отец Агамемнона совершил преступление, а он совершил преступление тоже не просто так, потому что его дед совершил преступления ужасные. И вот за это расплачиваются их потомки, которые, может, сами по себе ничего не сделали. А неважно. Вот есть... То есть это может распространяться по горизонтали, коллективная ответственность, вырезать весь город, если там старейшины отказались сопротивляться, или весь род, или вот эпидемия на всех,
ну и так далее. Или по вертикали, все потомки там, до 7-го колена, до 13-го колена и так далее, и так далее, и так далее. И вот это представление существовало в течение многих веков. А потом казалось, что оно стало уходить, потому что постепенно начало развиваться совершенно другое отношение к человеческой личности. Начиная медленно, там, в разных странах с разной скоростью. Ну, там, условно говоря, начиная с эпохи Возрождения, когда люди почувствовали себя более независимыми, поставили себя в центр мира, когда культура стала изучать людей, когда появились портреты, уже не условные, а замечательно показывающие человека, когда появилась лирическая поэзия, ну и да, 19 век, психологический роман. Да, в романе Достоевского уж как он там все уголочки души человека исследует. Вот культура все больше и больше занимается человеком. Экономика все больше и больше дает человеку возможностей. Он уже не работает по правилам цеха или по правилам крестьянской общины, а он сам вот устраивает там фирму свою, вкладывает деньги, рискует, побеждает, ну, или разоряется. Но это его ответственность. Он сам принимает решения. Это совершенно тоже новое что-то. В политике все больше, опять же, думают об отдельном человеке. Начиная с 17 века, скажем, там, в Англии, Habeas Corpus Act, Биль о правах, потом Америка, Декларация независимости. Все люди рождены независимы, все люди рождены с правом на свободу, жизнь, свободу и стремление к счастью. Декларация прав человека во французской революции. То есть все больше, больше разных представлений, документов, решений, которые дают человеку все больше прав. Ну, где права, там ответственность, да? То есть если ты хочешь сам все решать, в экономике, в политике, там, голосовать, быть независимым. Ну, значит, ты ответственность за это сам несешь, а не твой род, не твоя семья, не весь город. И вот к концу XIX века уже довольно сильно распространились эти представления. И представления о ценности человека. А потом наступает XX век. И вдруг выясняется, что человека можно превратить в лагерную пыль, да, заморить голодом. И не одного, а тысячи. В газовые камеры отправить. Ну и дальше по списку. Да, атомную бомбу сбросить, там, этими тяпками по головам убивать, как эти там красные кхмеры делали. И еще огромное количество совершенно диких вещей. Причем очень часто в этих ситуациях, и это не случайная связь, то есть создается, вот можно рассказать историю 20 века таким образом, чтобы показать, что человек – это вообще ничто. Ну, можно рассказать по-другому, это безусловно, но можно и так. И оборотная сторона этого – то, что вдруг вылезают старые представления о коллективной ответственности, которые, казалось, уже где-то там давно забыты, а они вдруг возвращаются. Вот это чудесная картина 29 года художника Топилина. Она называется «Лишенцы». Ну, вы, наверное, знаете, что лишенцы – это те, кто по Советской Конституции совершенно официально были лишены политических прав. Они не могли голосовать, быть избранными, они не могли получать высшее образование, и их дети были лишены этих прав. Хотя при чем тут дети? Вот Варлам Шаламов в своих воспоминаниях описывает, как он хорошо учился в школе, а ему не давали характеристику для поступления в университет. И его отец, священник, не мог понять, в чем дело. Отец такой был упертый. И он пришел с ним в управление образования, говорит: почему вы не даете моему сыну характеристику? Он такой способный. А там начальник говорит: а потому и не даем, что способный. И он не будет учиться. А отец у Шаламова был слепой. И этот, значит, начальничек, он ему фигу показывает и говорит: вот вы не видите, а я вам скажу, я вам фигу показываю. Не будет ваш сын учиться. Вот это представление о коллективной ответственности. Причем, если бы
Ну, если бы только дело было в высшем образовании, там, в выборах, ну, тоже неприятно, скажем прямо. Но это было совсем по-другому. В эпоху военного коммунизма рабочие по рабочим карточкам получали определенное количество хлеба, немного, но получали. Иждивенцы получали меньше, а лишенцы не получали ничего. А как они будут жить? Это нас не волнует. Кто не работает, тот не ест. Идите работать. Или другая вещь. Вот, ну, тоже, наверное, помните, в 18 году после покушения Фанни Каплан на Ленина большевики объявляют красный террор. И был такой товарищ, которого звали Мартин Лацис, помощник Дзержинского, который воспевает красный террор и объясняет, чем он так хорош. Мы не ведем войну против личностей. Мы уничтожаем буржуазию как класс. Во время следствия мы не ищем доказательств, что обвиняемый словами и делами действовал против советской власти. Вообще-то это задача следствия, да? Узнать, что делал преступного обвиняемый. Нет. Первые вопросы, которые следует задать, звучат так. Какому классу принадлежит? Каково его происхождение? Какое у него образование и профессия? Именно эти вопросы должны решить судьбу обвиняемого. В этом значение и суть красного террора. То есть, понимаете, значение не в том, что ты виноват, а кто ты. Ну и так они и действовали, потому что брали заложников вот из этих изначально виновных групп. И дальше, если в городе что-то происходило, или если белые просто приближались к городу, то их расстреливали, независимо от того, виноваты они в чем-то или нет. И это казалось совершенно логичным. Но вот из этой большевистской ловушки можно было попробовать выскочить. Хотя тоже, ну, тот же самый Шаламов пошел работать на завод, это называлось перековаться. Он уже как бы стал через несколько лет пролетарием и смог поступить в университет. Но другое дело, что это его не спасло от всех последующих ужасных событий его жизни. Но вот в тот момент казалось, что ну, ты перековался, и ты наш уже. Все. Но в нацистском варианте даже этого не было. Да? Потому что те, кого привозили сюда в Освенцим, они виновны по определению. Вот очень многие немецкие евреи не могли понять, ну, там, а мы уже не исповедуем свою религию, у нас родной язык немецкий, мы одеваемся как немцы, мы живем как немцы, или там, а я уже крестился. И в чем дело? Но для нацистов это все не объяснение, потому что для них изначально существуют низшие расы, которые, ну, там, кто-то обречен на рабство, кто-то обречен на уничтожение, и тут нет вопросов. Ну да, они могли там Гитлер, Гиммлер могли сказать, что я решаю, кто у меня еврей. Но это так вот для каких-то конкретных людей. А в принципе, вот все, кто принадлежат к низшим расам, для них нет выхода по определению. И это такое странное, удивительное возрождение древних очень представлений. Вот то, что диктатуры XX века очень сильно опираются на какие-то архаические слои сознания людей, но это тоже я забегаю уже в завтрашнюю лекцию, но это очень существенно, потому что вот есть община, один человек ничего для них не значит, а есть община, и с ней будут разговаривать, и она будет во всем виновата, если один виновен, или не виноват. И вот точно так же, как есть коллективная виновность, а есть коллективная невиновность, коллективная безответственность. Ну, наверное, помните, в «Собачьем сердце» Шарику симпатичному пересадили гипофиз Клима Чугункина. И из этого получился Полиграф Полиграфович. А кто такой Клим Чугункин? Судился 3 раза и оправдан. В первый раз благодаря недостатку улик. Второй раз происхождение спасло. В третий условно каторга на 15 лет. Ну, понятно, что каторгу на 15 лет ему дали, наверное, не потому, что он там в трамвае вытащил кошелек, а что-то он сделал похуже. Но дали условно из-за пролетарского происхождения. Понятно, что Булгаков сатирически
сгущает. Но Мартина Лациса вообще-то это бы не удивило. Он бы, конечно, сказал: нет, мы боремся с преступниками в среде пролетариата, там тоже. Но вообще-то, если ты прежде всего узнаешь, к какому классу принадлежит человек, и дальше выносишь свой приговор, ну, то это вот ровно то же самое. И вот это тоже уходит в очень глубокую древность. В самые разные эпохи были разные представления о том, почему человек не отвечает за свои поступки. Вот ахейцы под Троей отвечали за поступки другого, да? А есть оборотная сторона. То есть ситуация может быть такой, когда ты что-то делаешь нехорошее, но ты не виноват. Знаете, как в «Берегись автомобиля» Ефремов говорит: Деточкин виноват. Ну, он не виноват. Ну, простите его, товарищи судьи. Но там это мило, да? А бывает совсем не мило. И это объясняться может самыми разными ситуациями. Вот кадр из фильма Пьера Паоло Пазолини «Царь Эдип». А легенда о царе Эдипе, наверное, одна из самых знаменитых тоже в истории человечества. И пьеса Софокла «Эдип царь» ставилась неописуемое количество раз. И сегодня ее вспоминают прежде всего Эдипов комплекс, вот это все. Но вообще-то она не об Эдиповом комплексе. Она как раз она о том, что от судьбы не уйдешь. И она очень важна. Не случайно, кстати, в 20 веке так часто к ней обращаются. Именно для вопроса о том, а кто виноват в последствиях твоих поступков. Ну, что там происходит? У царя Фив, Лая и его жены Иокасты должен родиться ребенок. Но им предсказано, что если родится сын, то он убьет отца и женится на матери. Рождается сын, они в ужасе, и они решают отдать ребенка на съедение зверям. Но, как водится таких сказок много в разных местах мира. Значит, как водится в таких сказках, мальчика жалеют, отдают пастухам, пастухи уносят, и его уносят в другую часть Греции. Он родился в Фивах, его уносят в Коринф, где его усыновляет правитель Коринфа, и он вырастает, не зная, что он усыновленный. А дальше он уже молодой человек, и на какой-то пирушке кто-то по пьяни что-то такое говорит. А как ты что, править собираешься? А ты кто такой вообще? Ну, в общем, какое-то такое сомнение, он не понимает, на что намекают. И он обращается, нет, чтобы родителей спросить, он обращается к оракулу. И оракул не говорит ему правду. А оракул в Греции никогда вот так прямо не говорил. Он ему тоже говорит: тебе суждено убить отца и жениться на матери. И дальше Эдип, естественно, делает то, что любой нормальный человек сделал бы в этой ситуации. Он бежит из дома и решает никогда больше домой не возвращаться. Потому что он же не знает, что он приемный. Он думает, что он бежит от своих родителей. А он бежит навстречу своей судьбе. И дальше на дороге у него стычка с каким-то человеком. Он убивает этого человека, не зная, что это его отец. Он идет дальше, он подходит к Фивам. А Фивы в ужасном положении, потому что туда никого не пропускают. Страшное чудище. Ну, мы его называем сфинксом, а греки называли сфинкса или сфинга женского рода. Эдип побеждает сфинксу, спасает Фивы. Там все счастливы. У них царя нет, куда-то он там подевался. И Эдипа делают царем. И он женится на вдове прошлого царя. И они очень хорошо живут. В любви, согласии. И у них детки рождаются. И все прекрасно. И эпидемия. И тоже все понимают, что боги за что-то разгневались. Обращаются к оракулу. Оракул тоже мог бы сказать прямо: нет, говорит, найдите убийцу Лая, и тогда боги вас простят. Эдип начинает следствие и выясняет ужас, что это он убийца собственного отца, и он муж собственной матери. И Иокаста в отчаянии кончает с собой, она вешается на ремне, а Эдип, вот почему он слепой, он пряжкой от этого ремня выкалывает себе глаза и идет бродить по Греции. Вот такая жуткая история. Но история, знаете, это ведь можно понять так, что это история о человеке, который всеми силами не хотел выполнить предсказание.
И тогда возникает вопрос, виноват ли он. Вот мы сейчас посмотрим отрывок из фильма «Пазолини», где, мне кажется, замечательно показан вот этот как раз человек. Вы увидите сейчас, как он будет бежать, бежать, бежать. Вот человек, который хочет убежать от своей судьбы, а потом как будто резиновая ниточка такая тянет его обратно. А за ним гонятся стражники в таких, извините, кастрюлях железных, с лицами закрытыми. Вот такое воплощение безликого рока. Прочь! Прочь с дороги, оборванец! Берегись! Зашибу! Я кому сказал? Прочь с дороги!
понимаете, не знаю, там сколько сотен раз ставили Эдипа царя в самых разных видах. Но я думаю, что везде всегда ставили так, что Эдип вызывает сочувствие. Трудно поставить по-другому. Там даже хор говорит о том: боги, что вы делаете с человеком, там несчастный Эдип и так далее. Ну, вообще, если вдуматься, вот он бежит, он убил этих стражников. Ну, беги дальше, удирай. А чего он обратно-то побежал? Другая вещь. Эта колесница стоит на развилке. Пойди в другую сторону. И вообще, ну, нехорошо, когда тебя оскорбляют, это очень неприятно. Но вообще дело было в том, что от него потребовали в грубой форме, чтобы он уступил дорогу. В результате он убил довольно много народу. Это его вообще-то решение. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, с филологической точки зрения полная ересь, потому что это, ну, как бы вот в рамках пьесы по-другому быть не могло. Но если мы посмотрим, то есть получается, что боги его все время подталкивают. И он вроде бы как, ну, виноват. Да, он ужасные совершил грехи. А может, и не очень виноват. Потом пройдут века, и уже никто не будет верить в то, что парки придут нить нашей жизни, и в то, что оракул предсказывает. Но будут люди находить другие вещи. Скажем, в XIX веке очень любили говорить про наследственность. Там типичные узловатые уши, характерные для злодея. Да, там шишка гениальности или шишка преступности. Дурная наследственность. Вот Золя сколько написал романов. Все, значит, у него эти Ругон-Макары страдают, потому что там кто-то был развратник, пьяница и так далее, и поэтому все остальные тоже за это расплачиваются. Совершенно как с Агамемноном. Потом еще в 20 веке уже начнут все жонглировать словом генетика. Ага, вот дурная генетика, поэтому... А понимаете, что если у тебя дурная генетика, ты не виноват, ну ты такой родился, да? Другой вариант вот этого же, это среда заела. Вот как Достоевский ненавидел этот вариант. То есть, ну, совершенно ясно, что среда влияет на человека. Воспитание, культура, конечно. Но получалось так, что если ты вырос в бедной семье, ну как же ты мог не ограбить? Понятно, что ограбил. Но мы знаем, что не все так поступают, правда? Потому что один грабит, другой нет. Мы знаем, в горячих точках один человек идет убивать соседа, а другой, наоборот, спасает соседа. Хотя они жили, может быть, в одной и той же среде, или, может быть, даже были родственниками. Конечно, обстоятельства имеют очень большое значение, но только когда их возводят уже в абсолют, то здесь что-то нарушается. Знаменитый психолог, философ, врач Виктор Франкл, человек, который прошел через нацистские лагеря, человек, который потерял всю свою семью в этих лагерях. Его жена погибла, в другом лагере, не там, где был он, и потом ему рассказали, что там заключенные доходили до каннибализма и больше всего любили печень есть других заключенных, потому что она мягче всего. И он написал, что ему много лет снилось, как кто-то ест печень его погибшей жены. И он в своих работах невероятно ярко описывает, как человек теряет абсолютно свою субъектность, свое представление о своей независимости, как распадается его личность под давлением вот этих ужасных обстоятельств. И он же, вот опять, это не просто кто-то, кто сидит там в уютном кресле и рассуждает, что человек может всегда, а это человек, прошедший концлагеря. И он пишет о том, что обстоятельства не решают все. Он пишет следующее. Разве реакции заключенных действительно свидетельствуют о том, что люди не могут уклониться от воздействия той формы бытия, в которую были насильно ввергнуты? Что человек вынужден был полностью подчиниться этим влияниям? Что под давлением обстоятельств, господствовавших в лагере, он не мог иначе? В концлагере можно отнять у человека все, кроме последнего,
человеческой свободы. Вот тена в концлагере, какая свобода, да? А он объясняет, свободы отнестись к обстоятельствам или так, или иначе. То, что происходит внутри человека, то, что лагерь из него якобы делает, результат внутреннего решения самого человека. И еще раз говорю, это не просто морализаторство. Это человек, который прошел лагеря, и потом это человек, который в течение многих лет оказывал психологическую помощь людям, находившимся на грани самоубийства, в частности, учитывая свой лагерный опыт. И, кстати, одним из методов, с помощью которых действовал Франкл, был сократический диалог, когда он всегда говорил, что нельзя человеку дать смысл жизни, но можно его подтолкнуть к тому, чтобы он его искал. И вот он тоже задавал вопрос-ответ, и человек начинал о чем-то думать и меняться. И есть еще более крайний вариант. То есть пока вот мы видели один вариант – коллективная вина. Все, ты принадлежишь какой-то группе, ты виновен. Другой вариант. По разным причинам твоя вина смягчается. Потому что судьба такая, потому что боги так решили, потому что наследственность такая, потому что ты вырос в такой среде, где тебя плохо воспитали, там и так далее, и так далее. Но ты все равно виноват, но это смягчающие обстоятельства. А есть другие ситуации, когда выясняется, что какие бы жуткие вещи ты ни делал, ты все равно не виноват. Наоборот, ты молодец. Потому что есть что-то, что выше тебя и снимает с тебя ответственность. Когда Родион Романович Раскольников пошел убивать старушку-процентщицу, то Достоевский делает все сначала для того, чтобы мы решили, что его именно среда заела. Он голодный, у него нет денег, чтобы оплачивать обучение в университете, у него сапоги прохудились, он там лежит в этой своей каморке, похожей на гроб. Он получает письмо от сестры, что она выходит замуж за нелюбимого, и понимаешь, это для того, чтобы помочь ему деньгами и так далее. То есть вот ужас, и поэтому он идет убивать. А дальше выясняется, что совсем не поэтому, что он идет, чтобы проверить, тварь он дрожащая или право имеет. То есть оказывается, что есть какие-то существа, которые право имеют, и на них нет вины. Но вот сейчас посмотрим, как в фильме Кулиджанова Раскольников это обсуждает с Порфирием Петровичем. Заинтересовала меня одна ваша статейка о преступлении, или как там у вас, точно не помню, забыл название. 2 месяца назад имел удовольствие прочесть периодическую речь. Периодической? Я действительно полгода назад написал статью по поводу одной книги, но снес ее в еженедельную речь, не в периодическую. Да, а попала в периодическую. Да ведь еженедельная речь перестала существовать, потому тогда ее напечатали. Да, это правда, но переставая существовать, еженедельная речь соединилась с периодической речью, потому статейка ваша 2 месяца назад появилась в периодической речи. А вы не знали? Ну, помилуйте. Да вы деньги с них можете просить за статью. Какой, однако, у вас характер. Брось-ка, я тоже не знал. А почему вы узнали, что статья моя? Она буквой подписана. Через редактора я знаком. Весьма заинтересовался. Вот штука-то. И не скажет. Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжении всего хода преступления. Да. Но меня, собственно, заинтересовала некоторые мысли в конце. Будто бы существуют некоторые такие лица, которые не то что могут, а полное право имеют совершать всякие бесчинства и преступления. Для них будто бы закон не писан. Как? Вот в их статье как-то все люди разделяются на обыкновенных и необыкновенных. Обыкновенные должны жить в послушании, потому что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновенные имеют право приступать в закон, потому что они необыкновенные. Так ведь у вас кажется, если не ошибаюсь. Да быть не может, чтобы так. Не совсем у меня так. Впрочем, вы почти верно изложили. Я намекнул, что необыкновенный человек имеет право, то есть неофициальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия.
если исполнение его идеи, спасительной, быть может, для человечества, того требует. Далее я развиваю, что все ликурги, Магометы, Наполеоны и так далее до единого были преступниками. Уж, конечно, не останавливались перед кровью. Если только кровь, иногда невинная, могла им помочь. Отсюда я увожу, что и все, не только что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть даже чуть-чуть способные сказать что-либо новенькое, непременно должны быть преступниками. Впрочем, беспокоиться нечего. Масса никогда не признает за ними этого права, казнит их и вешает, и тем исполняет свое консервативное назначение. А в следующих поколениях даже масса ставит казненных на пьедестал и им поклоняется. Ну, позвольте, их ведь не всегда казнят, иные напротив. Торжествуют при жизни. А да, иные достигают и при жизни. Тогда Сами начинают казнить. если надо. И знаете, даже большей частью. Вообще замечание ваше остроумно. Благодарю вас. Ну, вот что скажите. Чем бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных? При рождении, что ли, знаки какие есть? Извините во мне беспокойство практического и благонамеренного человека. Но согласитесь, если произойдет путаница, один из одного разряда вообразит, что принадлежит к другому разряду, и начнет устранять препятствия, как вы счастливо изволили выразиться. Но это весьма часто происходит. Это замечание ваше остроумнее даже еще давешнего. Благодарю вас. Не стоит. Но примите соображение, что ошибка возможна только со стороны первого разряда, то есть обыкновенных людей, как я, может быть, не совсем удачно их назвал. По некоторой игривости природы, в которой не отказано даже корове, многие из них любят воображать себя передовыми людьми, разрушителями. Лезть в новое слово – это совершенно искренность. Но тут не может быть значительной опасности. Они никогда далеко не шагают. Право, нечего беспокоиться. Ну, с этой стороны вы меня хоть несколько успокоили. Но вот опять беда. Много ли таких людей, которые других-то резать право имеют? Я, конечно, готов преклониться, но, согласитесь, жутко, если уж очень их будет много. А? Не беспокойтесь и в этом. Людей с новой мыслью необыкновенно мало рождается, даже до странности мало. Из 100 тысяч один, гениальный из миллиона. А великие гении, завершители человечества, может быть, по истечению многих тысяч миллионов людей на Земле. В реторту, в которой все это происходит, я не заглядывал, но определенный закон непременно должен быть. Вы что, шутите, что ли? Морочите вы друг друга или нет? Ты серьезно, Роди? Ну, вроде, если действительно это серьезно, то ведь то, что ты кровь по совести разрешаешь, это, по-моему, страшнее, чем по официальное разрешение кровь проливать. Разумихин говорит очень важные слова. А ты кровь по совести разрешаешь. Вот совесть у нас снова выплыла. То есть если твоя совесть тебе разрешает, то уже вины нет, получается. По крайней мере, так хочется верить Раскольникову. Но, как мы понимаем, Федор Михайлович, он много чего предсказывал из 20 века. И если представить себе, какое количество крови было пролито по совести в 20 веке, вот, ну, я не знаю, читал ли Мартин Лацис «Преступление и наказание». Дзержинский, наверное, читал, и много кто еще читал. И вот сама идея, что надо, да. Знаете, Дзержинскому в 19 году его сестра написала письмо, а он очень любил свою семью, вообще был таким хорошим, тихим мальчиком. И сестра ему написала письмо. Письмо сестры не сохранилось. Но можно понять, что до нее, там, она в Польше, до нее доходят истории о том, что он руководит какой-то тайной полицией, какой ужас. И он ей отвечает, что не волнуйся, я остался все тот же, нежный, любящий, добрый. Но революция требует. Ну, то есть, если надо, то... Понимаете, и мы очень часто представляем себе, что вот все эти палачи сталинские, гитлеровские, что они такие садисты и сумасшедшие. Такие были среди них, конечно. И ясно, что были еще и те, кто свихивался вот от этого ощущения власти, от ощущения вседозволенности. Но если бы они все были маньяками, то вообще-то это такой более простой взгляд. Но они маньяки, да, они больные. Да, что делать? Надо было их лечить лучше. А вся как раз проблема в том,
что большая часть из них совсем не маньяки. Ну, понятно, что есть те, кто примкнули ради карьеры, ради денег, ради власти и так далее. А есть те, кто действует по совести. Потому что совесть говорит, что ради революции нужно, или ради торжества арийской расы нужно. Вот Ханна Аренд в своей книге «О банальности зла», она приводит такую вещь, меня в свое время это очень как-то дернуло прямо, что военизац-команды, значит, занимавшиеся уничтожением евреев, не любили брать тех, кому нравилось убивать. Казалось бы, а это главное, чем они занимались. Но, понимаете, человек, которому нравится убивать, он псих. Соответственно, никто не знает, как он себя поведет завтра, его трудно контролировать. А предпочитали брать тех, кто понимает, что это неприятная, тяжелая, но важная и нужная работа. Вот и все. Ну да, неприятно, а надо ради высших идей. Гиммлер один раз в своей жизни присутствовал при депортации евреев, ему стало плохо. Но он от этого не изменил свои идеи и не остановил эти депортации. Ну, что делать? Надо. И вот это тоже связано с вопросом об ответственности. То есть вещи, которые выше и тебя, и выше других людей. Это может быть революция, нация, раса, там, еще миллион всего, государство. Вот ради этого ты можешь действовать, и ответственности нет на тебе. Потому что ты вот ради там чего-то такого идешь вперед. И вот все эти проблемы, о которых пока что шла речь, коллективная ответственность, личная ответственность, отсутствие вины, отсутствие ответственности, они, конечно, были всегда. Не случайно я вот начинаю с Древней Греции, ясно, что они постоянно как-то вот человечеством осмыслялись. Но 20 век с его жуткими трагедиями, он, конечно, очень актуализировал это все. И вот здесь очень хорошо видно, как в зависимости от того, кого мы считаем ответственным, мы дальше все совершенно по-другому можем выстроить. Ну вот одна из первых таких жутких, страшных трагедий XX века – это Первая мировая война, которая дальше, так она заслонена немножечко в нашем сознании последующими ужасами, но вообще-то это был кошмар и тихий ужас. И когда война закончилась, и мир лежал в руинах, то, конечно, все хотели понять, кто нас привел к этому? И вот здесь эти три картинки, они, так примерно символизируют разные варианты ответов, которые давались и на обыденном уровне, и на уровне историков. Значит, первая картинка. 28 июня 2014 года австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд прибывает в Сараево. Сербский террорист Гаврила Принцип стреляет, убивает его жену. Австрия предъявляет невероятно наглый ультиматум Сербии. Сербия отказывается. Австрия нападает на Сербию. Россия союзник Сербии. Россия начинает мобилизацию. Германия союзник Австрии. Германия видит, что мобилизация рядом с ее границами тоже. И Германия объявляет войну России. Одновременно Франция союзник России. Хотя, казалось бы, вообще, при чем тут Франция? Вот где Сараево, где Франция? Германия объявляет войну Франции. Немецкие войска проходят через нейтральную Бельгию. Англия гарант нейтралитета Бельгии. Соответственно, тоже вступает в войну. Все, прошел месяц после выстрелы в Сараеве, вся Европа в войне. И дальше это будет еще шириться и за пределами Европы. Вот совершенно понятная логика. И она, конечно, есть. Вот не было бы этого выстрела, ничего бы этого и не произошло. Но, с другой стороны, как один историк ехидно заявил, что когда Гаврила Принцип умер от туберкулеза в австрийской тюрьме, война почему-то не кончилась. И вообще никто этого не заметил, этот факт. Может быть, есть что-то другое. Когда закончилась война, то Версальский мирный договор, естественно, в основном сформированный державами-победительницами, там отдельно был пункт.
В развязывании войны виновата Германия. И следующий был пункт, вот он, значит, кайзер Вильгельм, император, вот и лично Вильгельм. Ллойд Джордж, премьер-министр британский, хотел повесить Вильгельма. Ну, Вильгельм благоразумно удрал в нейтральную Голландию, Голландия его не выдала, и так он там до 1941 года дожил. Но идея о том, что Германия виновата, она была очень сильно представлена. Ну и в частности все результаты Версальского мира, то, чего лишит земли, которые отняли у Германии, армия, которой, ну, там, практически Германию лишили. Это все как раз показывало, что они действовали, исходя из этой идеи. С другой стороны, в те же самые послевоенные годы происходит такое резкое поливение. В разных странах революции, далеко не только в России, если не революции, то какие-то восстания, забастовки, или просто голосуют за левые партии. Вот всех достали правительства. И вот эти правительства, они нас втянули в войну. Видите, вот на этой карикатуре, ну, нам сегодня трудно их всех узнать, ну, нам Николай II узнается, а это политики разных стран, которые балансируют между собой, значит, свои какие-то интересы, ну, и вроде бы вот таким образом мир и приводит к войне. Вот сейчас мы посмотрим, что вы думаете по этому поводу. Значит, пожалуйста, доставайте телефоны. Вот 3 варианта. Война началась из-за убийства Франца Фердинанда, из-за агрессивности Германии или из-за борьбы великих держав за раздел мира. Если вы считаете, что несколько факторов свидетельствуют существенно, выбирайте самый существенный. И вот понимаете, что в зависимости от того, какой вариант мы выбираем, дальше прослеживается совершенно другое, ну, как бы наши действия должны быть другими. Если бы мы голосовали в 2014 году, в 1914, то, наверное, большинство бы здесь проголосовало за первый вариант с убийством Франца Фердинанда. Если этот вариант правилен, ну, вывод один: надо лучше бороться с терроризмом. Вот не пришли бы эти террористы, ничего бы не было. Если бы мы голосовали в 1919 году, 919, то мы бы, наверное, большинство выбрало бы агрессивность Германии. И соответствующее, значит, надо вот эту агрессивность задавить. Но сегодня, как видим, значит, большинство выбирает третий вариант, такой более объективный. Это, кстати, не значит, что это истина в последней инстанции, потому что... Конечно, и выстрел имел значение, агрессивность Германии имела большое значение. И можно совершенно просто по-разному выстраивать свой взгляд на эти события. И от этого очень многое зависит. Но вот после войны побеждал, конечно, второй вариант. И еще одна важная вещь произошла. Потому что это была первая война, после которой попытались наказать тех, кто совершал преступления. Знаете, преступления, вообще-то понятно, что преступления совершаются во время любой войны. Это вообще не разговор. И, в общем, их особо не наказывают. Ну, это как бы... Наполеон не любил, чтобы его армия грабила. Не потому, что он был такой, значит, душка, но потому что от этого портится дисциплина. А вот как они начали в Москве грабить, армия развалилась. Но вообще-то, скажем, армия всегда жили... за счет грабежа местного населения, там, да, 3 дня на разграбление города. Это все казалось таким. Но к 20 веку-то уже сформулировали мысли о том, что этого делать нельзя. Уже были подписаны разные конвенции, запрещающие там, унижать мирное население, убивать и так далее. И это довольно сильно нарушалось. И после войны попытались это сделать, попытались кого-то наказать. Ну, во-первых, естественно, наказывали только немцев. Немцы пытались вякнуть, что, мол, вот, нет. Ладно, создали комиссию, составили список из 900 человек, виновных в разных преступлениях, там, по отношению к мирному населению, к пленным и так далее. Ну, немецкое правительство говорит, где мы вообще их возьмем? Торговались, сократили там до 40 с лишним. Еще торговались. В результате осталось 12 человек. Причем там был, скажем, генерал, а был сержант, который избил какого-то пленного. Это, конечно, преступление. Но оказалось, что вот за все злодеяния совершенные отвечают вот эти вот, значит, 12 человек. И эти лейпцигские процессы,
которые довольно долго длились, они превратились в такой фарс совершенный. Кого-то оправдали, кого-то присудили к такому, значит, ужасному наказанию, запретили носить военную форму в мирное время. Ну, наверное, для немецкого офицера это наказание. Но вообще-то, а для жертв его это выглядит как издевательство. И вот они стали совершеннейшим каким-то, просто даже скомпрометировали саму эту идею. Я уже не говорю о том, что кому-то дали возможность бежать из тюрьмы, и начальника тюрьмы завалили немецкие граждане письмами, благодарящими его за то, что он дал возможность убежать. Но сама идея, что кого-то можно наказать, она возникла, и это уже было что-то. Но пока совершенно было непонятно, как, каким образом это. Вот это все было абсолютно не разработано. Понадобится еще множество жизней, чтобы к чему-то, по крайней мере, пришли. Но параллельно с трагедией Первой мировой войны разворачивается другая трагедия, которая тоже унесла миллионы жизней на полях гражданской войны, от голода, от тифа, в подвалах ЧК, в подвалах белой контрразведки, а миллионы, которые выкинуты в эмиграцию. Ну, то есть это такой сдвиг страшный, трагический, который вообще коснулся миллионов людей. И, конечно, особенно те, кто оказались в эмиграции, ну или те, кто там, может быть, оставались в России, но не принимали новую власть, они пытались понять, а как это произошло? А как? Ведь вроде 1000 лет существовала монархия. И ничего. Да? В 13 году отмечали 300-летие дома Романовых. Празднества были, все праздновали. А потом вот 23 февраля демонстрации в Петрограде, а 2 марта царь уже отрекся. Вот как это так? И, конечно, все пытались понять, ну, так же, как и мы пытаемся сегодня понять, а что с нашими жизнями, из-за чего это все случилось? И здесь тоже, значит, ответов миллион на этот вопрос. И опять же, и историки будут еще спорить, и спорить, и спорить, и спорить. Но, значит, есть группа ответов, которые винят какого-то конкретного человека. Ну, конечно, очень напрашивается Распутин. Распутин очень сильно демонизирован. Он, конечно, не был душкой, но он и не был совершенно тем дьяволом, каким его любят изображать. Но главное, вот Гришка скомпрометировал династию, там спал с царицей, что, конечно, неправда. И вот из-за него все произошло. Другой вариант, Николай во всем виноват. Вот он был такой дурак, он совсем не был дурак. Он вот это кровавое воскресенье, все из-за него. Вот был бы другой царь, было бы все по-другому. Это один вариант. Ну или какой-то там депутаты виноваты, которые дурацкие принимали решения. Это один вариант. Дальше, конечно, всегда во все времена любят варианты с заговорами. Ну, конечно, там, где звучит слово «заговор», уже немножечко тут же хочется отойти в сторонку. Вариантов было много. Вон там на крайнем рисунке, это карикатура 17-го года, лета, когда впервые стали говорить о том, что Ленин немецкий шпион. Он сидит на мешке с немецкими марками и разжигает революцию. Ну, Ленин, конечно, брал деньги у немецких спецслужб, но вопрос, можно ли его назвать шпионом. Ясно, что он не шпионил. Он скорее их использовал в своих интересах. Но, во всяком случае, вот заговор. То, что спецслужбы немецкие следили за российскими иммигрантами, искали там тех, кто вот антивоенную позицию занимает, поддерживали их. Это не вопрос, конечно. Масоны, любимые кандидаты. Как любят подсчитывать, сколько членов Временного правительства были масонами? Много. Ну, тут вопрос в том, они действовали так, как они действовали, потому что они были масонами, или по каким-то другим соображениям. А масонство для них так было развлечение. Ну, где масоны, там евреи. Значит, сколько евреев было в НКВД? Это не случайно. Но даже если отойти от этих, хочется сказать, анекдотических, хотя на самом деле не очень смешно, вариантов, есть варианты более серьезные. Вот очень интересный человек, безумно интересный человек, Александр Гучков, депутат Думы, человек с потрясающей такой авантюрной биографией. И он сам потом на это намекал. И сегодня есть ученые, которые считают, что ему можно верить.
У него были большие связи в военных кругах, и вот в 16 году, когда уже действительно, ну как-то, значит, отношения между Думой и царской властью очень плохие, ситуация напряженная, вот он утверждал, что он так прощупывал мнение разных крупных военных, а что, если царя отправить в отставку, а там, скажем, брат царя будет регентом при наследнике. И вот, значит, что был такой заговор генералов. И мы можем сказать, что когда приехала делегация к Николаю на станцию Дно, и Гучков был в этой делегации, то Николай же отправил телеграммы всем командующим фронтами, спрашивая, отрекаться ему или нет. И они ответили «да». Ну и тогда ему уже ничего другого не оставалось. Его никто не поддерживал. И вот вопрос, они ответили, ну, просто так, или же был какой-то сговор. И тут мнения ученых расходятся. Но во всяком случае можно выстроить и так, что вот Гучков как-то, ну и военные объединились. Они, конечно, не хотели прихода большевиков к власти, но дальше события вышли из-под их контроля, и вот все завертелось. Ну, а если бы мы спросили там, не знаю, какой-нибудь преподавателя политграмоты в Советской России, то он сказал бы, что народ страдал, да, угнетали крестьян, рабочих, народы, входившие в империю. Это все правда вообще-то, да? И вот они восстали, и вот они свергли царя. Сейчас посмотрим, что вы думаете. Так. Ну, вот, понимаете, каждый раз примерно такая картинка. Ясно, что те, кто на предыдущем голосовании выбрали такой более объективный вариант с борьбой великих держав, что здесь тоже будут голосовать за объективные обстоятельства. Хотя, конечно, можно, безусловно, можно рассматривать, ну, там, Николая, или роль Распутина, или роль еще кого-то там из депутатов, и можно рассматривать заговор, и это все тоже разные варианты, которые просто по-разному оценивают совершенно эту ситуацию, и выводы дальше делаются разные. Но вообще-то это голосование я организовала не очень честно. Потому что, ну, я сказала, что есть много разных вариантов, но вот эти варианты, то есть я по какому принципу я их взяла? Виноват какой-то один человек, виновата какая-то тайная группировка или виноваты обстоятельства? Вот в любом случае, что бы мы здесь ни выбирали, то получается, что виноват кто-то. Вот он или они, или оно, но не мы. Ну, мы с вами вроде вообще тут ни при чем, да? Но в тот момент тоже практически не было людей, которые бы говорили, это все из-за нас. В эмиграции беспрерывно выясняли, ага, ваша партия, вот там в каком-то 1907 году вот это сделала не так, и поэтому, а ваш лидер сказал. То есть они все очень похожи, к сожалению, на сегодняшнюю ситуацию. Они все тыкали друг друга пальцем и говорили, а ты виноват вот в этом. Были люди, которые говорили, а вот в чем я виноват? А в чем моя партия виновата? Таких было очень мало. И это совершенно понятно. Потому что начать критиковать своих – это всегда невероятно сложно. Даже не обязательно себя, вот свой круг, свою партию, свой народ. Это всегда очень страшно. А? Вот Рута Ванагайта в Литве выпустила книгу с названием «Свои», где она расследует то, как расследует участие литовцев в преследованиях евреев. И очень многим это не понравилось. Именно потому, что она про своих пишет. Это страшно. В 1909 году, еще до революции, до Первой мировой войны, вышла книга, которая произвела просто скандал ужасный. Это был сборник философских статей, который назывался «Вехи». Ленин сказал «Энциклопедия либерального хамства». Ну,
Владимир Ильич, он любил так припечатать. А Павел Николаевич Милюков, лидер партии кадетов, историк знаменитый, он специально поехал с лекциями по разным городам, чтобы разоблачать вехи. Философский сборник. Что тут вообще на него обращать внимание? Ну, может быть, это одна из самых главных книг вообще написанных в русской истории. Для меня, по крайней мере, она невероятно важна. И написали ее выдающиеся философы. Это сборник статей. Бердяев, Булгаков, Струве и другие. И они... Вот почему они вызвали такую ярость у самых разных, у крайне левых, у либералов. Ну, там была такая фраза о том, что благодарны мы еще должны будем быть, ну, я сейчас примерно цитирую, благодарны мы должны еще будем быть этому правительству, которое своими штыками защищает нас от ярости народной. О, они штыки превозносят, они там полицию. Они не превозносят. Они просто говорят, вот будет скоро взрыв, и нас никто не защитит. Нас имеется в виду интеллигенцию. И так и произошло. Но, кстати, практически все авторы вех оказались жертвами событий исторических. 4 выслали на философском пароходе, 1 нелегально перешел границу, и вот 5 так и прожили жизнь в эмиграции, ну там по-разному очень. 1 умер на территории, занятой Деникиным, другой умер на территории, занятой большевиками. И, в общем-то, их слова мало кем были услышаны. А что они такое писали? Ну, например, вот такая вещь. Гершензон пишет: «Недостойно свободных существ во всем всегда винить внешние силы и их виной себя оправдывать». Очень... Ну, как бы мысль, с которой теоретически все готовы согласиться, а практически следовать ей очень непросто. Потому что всегда проще обвинить других. Вот еще один текст, очень, как мне кажется, важный. Что делала наша интеллигентская мысль последние полвека? Кучка революционеров ходила из дома в дом и стучала в каждую дверь. Все на улицу, стыдно сидеть дома. И все сознания высыпали на площадь. Ну, там есть рассуждение о том, что нету нормальной жизни, а есть только вот сознание. Хромые, слепые, безрукие, ни одно не осталось дома. Полвека толкутся они на площади, голося и перебраниваясь. Дома грязь, нищета, беспорядок. Но хозяину не до этого. Он на людях, он спасает народ. Да, оно и легче, и занятней, нежели черная работа дома. Никто не жил, все делали или делали вид, что делают общественное дело. То вдруг сознание спохватится, тогда вспыхивает жестокий фанатизм в одной точке, начинается ругань приятеля за выпитую бутылку шампанского, возникает кружок с какой-нибудь аскетической целью. А в целом интеллигентский быт ужасен, подлинная мерзость запустения, ни малейшей дисциплины, ни малейшей последовательности даже во внешнем. День уходит неизвестно на что. Сегодня так, а завтра по вдохновению, все вверх ногами. Праздность, неряшливость, гомерическая неаккуратность в личной жизни, наивная недобросовестность в работе, в общественных делах необузданная склонность к деспотизму и совершенное отсутствие уважения к чужой личности. Перед властью то гордый вызов, то покладливость. И вот знаете, я всегда думаю, вот этот текст сейчас поместить на Фейсбуке, и никто не поймет, что он написан больше 100 лет назад. И это очень страшно, потому что это актуально по-прежнему. Это значит, что вот этот урок не выучен по-прежнему. И это печально. Прошло около 90 лет после выхода «Вех», и в начале 90-х, уже 20-го столетия, философ, искусствовед Михаил Ямпольский написал статью, которая называется «Изнасилование покаяния». Она вышла в журнале «Литературное обозрение», ну и, насколько я понимаю, как-то особо не прогремела. Хотя там тоже сказаны невероятно важные вещи. Но, наверное, все помнят, какую огромную роль в культуре, в сознании людей перестройки сыграл великий фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние»,
который тоже весь о вине и об ответственности. Там тиран Варлам, диктатор, который терроризирует, городок, и убивает художника Сандро Барателли, его жену, еще многих других, взрывает церковь. И когда он умирает, теперь правит его сын с очень интересным именем Авель, несчастная жертва. А женщина уже, Кетти, которая когда-то была девочкой, вот когда погибли ее родители, она каждую ночь выкапывает тело Варлама из могилы и говорит, что он не может быть предан земле. И когда ее судят, она рассказывает о том, что произошло с ней, с ее родителями. И дальше Авель, он вроде бы не такой ужасный, как Варлам, хотя его играет один и тот же актер. Но главной жертвой оказывается внук Варлама, прекрасный, чистый, светлый Торнике, который не выдерживает вот этого чувства вины и кончает с собой. И тогда Авель сам выбрасывает тело своего отца из могилы. Я много лет задавала своим ученикам смотреть этот фильм в 11 классе, когда мы изучали тоталитаризм, а потом задавала им эссе «Надо ли выкапывать труп тирана?». Каждый раз я получала несколько работ, где писали, на кладбище надо соблюдать порядок, там есть правила. Потом я уже стала предупреждать. И говорит, это не про то, что нельзя на кладбище хулиганить, а это про историческую память. И это, конечно, очень существенно. Фильм этот произвел огромное впечатление. Все, до сих пор все цитируют, там, «Эта улица ведет к храму» и так далее. Но и сама идея покаяния, не то чтобы Абуладзе ее принес, но просто он некоторый символ создал. Вот слово само покаяние, она очень распространилась. И вот дальше, собственно, очень тяжелый момент, потому что, мне совершенно понятно, что без покаяния Россия не может двигаться дальше. Это не вопрос вообще. Мало того, меня, скажем, очень волнует такая вещь, что сегодня, естественно, общественное мнение, культура сосредоточены на том, что происходит в Украине. И все вопросы вины, ответственности, покаяния крутятся вокруг этого, что тоже понятно. Но если в тылу будут оставлены, скажем, злодеяния сталинские, то тоже очищение не произойдет. Потому что нельзя этот гной оставлять. Но возникает вопрос, что с этим делать? Вот очень хочется, чтобы произошло покаяние. А что это значит? Все должны покаяться. Теоретически, конечно, любой человек, который жил при советской власти, нам есть в чем покаяться. Разные вещи. Я была членом комсомола. И никакой особой активности не проявляла. Сидела на комсомольских собраниях, не слушала, там, что говорили. Голосовала, когда надо, шла домой. Это меня совсем не красит, безусловно. И какие-то еще вещи. Кто-то, не знаю, там, сотрудничал с органами, кто-то еще что-то. И в конце 80-х, в начале 90-х эти призывы к покаянию раздавались все больше. Но, к сожалению, очень быстро, знаете, люди, с одной стороны, сами стали каяться, но что-то вряд ли кто-то может привести пример какого-то покаяния, не знаю, палача сталинского. Да? Вот эти люди почему-то не каялись. И Ямпольский очень страшные тоже вещи пишет. Поскольку процесс покаяния – акт исключительно магический, символический и необходимый для повышения своего нравственного авторитета, охотнее всего ему подвергаются как раз наименее скомпрометированные люди. Академик Лихачев в чем-то каялся. Это только свидетельствует о том, что у него совесть была обостренная, безусловно. Советская культура эпохи перестройки функционирует в рамках тоталитарных, обязывающих к покаянию процедур. И вот здесь очень страшное слово – обязывающих к покаянию. И тут мы
сталкиваемся с невероятной проблемой. Тогда сталкивались и не решили ее. И сегодня, и завтра. Можно ли заставить человека покаяться? Можно ли его вот за волосы притащить и сказать: ты совершил вот это, кайся? Вот Ямпольский пишет: в огромном потоке литературных разоблачений, принимающих очевидную форму доносов, обвинения в доносительстве занимают особое место. Процесс, первоначально осмысливавшийся как покаянное очищение, оборачивается полной своей противоположностью, все более стремительной и массовой нравственной компрометацией целого социального слоя, интеллигенции. И вот понимаете, что получается? Что не каяться нельзя, а каяться начинаем, и что-то тоже не то получается. И надо сказать, что там Советский Союз или Россия не первые, кто попали в такую ситуацию. И сегодня, конечно, очень много вспоминают ситуацию в нацистской Германии после войны. Ну, наверное, многие здесь читали потрясающую книгу Николая Эпле «Неудобное прошлое», о том, как в разных странах люди, разные общества по-разному работают со своей исторической травмой, со своим чувством ответственности. И Николай Эпле сейчас очень в разных он своих интервью говорил о том, что сейчас все смотрят на пример Германии, а пример Германии уникален, и его перенять невозможно. И он, наверное, прав. Но все-таки я себе позволю поговорить о Германии, потому что там есть вещи очень важные, которые наводят на очень существенные мысли. Но когда закончилась Вторая мировая война, то по-настоящему стал понятен объем всех ужасов, которые совершили нацисты. Ясно, что что-то было известно и до этого, но вот весь объем. И это воспринималось как полный какой-то крах. Не случайно так много философов писали о крахе гуманизма, о крахе человечества. Как вот когда такое было? И есть разные страшные примеры, как американские войска освобождают концлагерь, и все, уже освободили, боев нет. И солдаты входят и видят заключенных. И когда они видят, в каком состоянии заключенные, то они поворачиваются к надзирателям, которые где-то там прячутся, и начинают стрелять в них без всякой команды, потому что они не могут выдержать того, что они увидели. Висели огромные плакаты с фотографиями заключенных в концлагерях, и было написано: «Это сделали вы». То есть любой немец, проезжавший мимо этого плаката, должен был вспомнить, что это его вина. И понимаете, я прекрасно понимаю, почему это было сделано. И понимаю чувства, которые владели этими людьми. И вот эта ярость и желание всех ткнуть носом в то, что произошло. Вопрос, какие последствия? В Германии проводилась процедура денацификации. Ну, сейчас прежде всего, конечно, речь пойдет про Западную Германию, потому что в Восточной, в коммунистической, там на все это наложились сталинские дела, и там все было совсем по-другому. Проводилась процедура денацификации. Была разработана очень сложная процедура, было 10 уровней разных. Если ты хотел какую-то нормальную работу получить, ну вот не дворника, то ты подавал документы. И тогда ты должен был, например, поехать на экскурсию в концлагерь, там, посмотреть фильм про ужасы нацизма, ответить на вопросы, что ты делал, привести свидетелей и так далее. Сегодня, в общем, многие историки склоняются к тому, что это была неудача. Потому что процедура очень быстро стала бюрократической, коррупционной очень сильно, приводили лжесвидетелей и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, а как? А без этого как? Вот просто что, завоевали? Ну хорошо, там Гитлер покончил с собой, каких-то там арестовали, и все, и разошлись по домам. Ну так же невозможно. А как жить после этого? Вот просто: о, привет, ну да, вы голосовали за Гитлера, хорошо. Так не получается. И немцам очень жестко объясняли про их
коллективную вину. И они послушно каялись. Но у них другого выхода не было. Собственно говоря, они оккупированы, они подчинены, они в слабой позиции. Что они думали на самом деле, это очень сложный вопрос. Потому что, далеко не все это говорили, но есть довольно много свидетельств. Например, очень многие в упор все равно отказывались признавать, что это правда. И говорили, что это все придумано, это все там, лагеря выстроены заново и так далее. Один вариант. Другой вариант, не хотели вообще про это говорить. Я про это ничего не знал, я ничего не слышал, я не понимаю и так далее. Вот недавно вышла очень интересная книга Моники Блэк «Земля, одержимая демонами», про послевоенную Германию, где она собрала какой-то фантастический материал о том, как там вдруг вылезли совершенно какие-то оккультные древние чувства, как там изгоняли ведьм, верили в целителей. И вот у нее идея, что это подавленное, это чувство вины, оно каким-то странным образом вот притворялось в это. Я не знаю, так это или нет, но это очень интересно. С другой стороны, понимаете, я как учитель знаю такую вещь. Когда человека все время ругают, даже за дело, то в конце концов он перестает в это верить. Он может кивать, ага, а сам думает, ко мне всегда же привязываются, вот там к моему младшему брату нет, а ко мне привязываются почему-то. И немцы, знаете, о чем они говорили? Они думали о том, какие они жертвы, и они были жертвами войны. Тысячи людей погибли от бомбежек немецких городов. Тысячи немецких женщин были изнасилованы. Тысячи немцев были депортированы из Чехословакии и Польши в ужасающих условиях. И они про это думали и говорили. Но получалось, что они это выдвигали на первый план. Что вот они становились главными жертвами. А все остальное как бы по боку. Другой вариант. Вот Мюнхенская конференция, 1938 год. Гитлер, Муссолини, Чемберлен, Даладье сговорились между собой, отдали Судетскую область Чехословакии, тем самым способствовали началу войны. А теперь Англия, Франция судят немцев. А Сталин заключил с Гитлером союз в 1939 году. И, значит, советские судьи сидят в Нюрнберге. И немцы все время к этому возвращались. Другая вещь, не все были такие. Наверное, многие видели вот эту фотографию, ее сейчас много постят на Фейсбуке. Но это здесь кусочек ее, она целиком очень большая. Это двор Гамбургской верфи, где стоят тысячи людей. Все они поднимают руку в нацистском приветствии. А вот один человек, с кружочком обведенный Август Ландмессер, он не поднимает руку. И понимаете, какой это героизм? Когда тысячи людей вокруг тебя бесчинствуют, а ты так стоишь. Он герой. Но вообще-то в 1931 году он был членом нацистской партии, и он голосовал за Гитлера. А потом он влюбился в еврейку, а тут как раз приняли нюрнбергские расовые законы, ему не давали на ней жениться, и у него все изменилось. Сейчас бы сказали, а где ты раньше был, а где ты был эти 8 лет, а вот до него дошло. И он заплатил за это жизнью, потому что его лишили брони, отправили на фронт, он погиб. Жена его погибла в концлагере. Вот он кто? Он жертва, он герой, он преступник, потому что он голосовал за Гитлера. Кто он? Клаус Штауфенберг, который пытался в 1944 году убить Гитлера, а до этого служил в армии, занимал большие посты. Он кто? И таких вопросов огромное количество. Ну вот давайте для начала еще одно голосование. Что, по-вашему, облегчило приход Гитлера к власти? Унижение Германии, демагогия, ораторские способности Гитлера, национализм, антисемитизм большинства немцев. Вот понимаете, какое дело? Была ли Германия унижена после Первой мировой? Конечно, еще как. И, в общем, перекос был явный. И это, конечно, способствовало приходу Гитлера к власти. В таком случае во всем виноваты великие державы, которые заключили этот договор. С них и спрос. Были у Гитлера ораторские способности?
потрясающие. А еще на него работала целая команда, как это все обставлялось, когда он прилежал с огромным опозданием, когда уже толпа накалена, и из темноты появлялся, и луч света его высвечивал, потом на свастику, и все начинали безумствовать просто, абсолютно. Это, кстати, был любимый довод на первом Нюрнбергском процессе, когда вот главарей гитлеровских судили. То там многие говорили: Гитлер меня околдовал, Гитлер меня загипнотизировал, он меня очаровал. И, наверное, это правда. Но понимаете, что если меня загипнотизировали, я совершила убийство, кто виноват? Гипнотизер? И это тоже легкий, ну не легкий, но это, во всяком случае, такой вот подходик. Национализм и антисемитизм большинства немцев был, конечно. А вот как отделить это большинство от меньшинства? Если бы так вот можно было просто поставить штампик и все. Вот Август Ландмессер, ему в начале 30-х Гитлер нравился. Ему нравилось то, что он говорил. Мартин Немёллер, про которого сейчас все слышали, это тот пастор, который сказал, что вот, когда пришли за профсоюзами, я молчал, когда пришли за евреями, я молчал, за коммунистами, а когда пришли за мной, то за меня уже некому было заступиться. Вообще-то он евреев не любил. Вот его в какую сторону отправить? А он потом каялся много. Все как-то вот так просто все не решается. Сейчас мы с вами посмотрим отрывок из замечательного фильма Стэнли Крамера «Нюрнбергский процесс». Ну, я надеюсь, что в «Счастливой России будущего» его все будут смотреть в школах. Этот фильм, он основан на реальных событиях. Это один из нюрнбергских процессов, уже не главный, не самый знаменитый, но тот, где судят юристов. А там действительно, там же судили врачей, там судили военных и так далее. Значит, судят юристов. И среди юристов очень крупный юрист, такой прям мыслитель, и его защищает молодой адвокат, которого играет Максимилиан Шелл, получивший Оскара за это, который говорит: вы создали, вы научили целое поколение юридической мысли, представлением о праве, а сейчас вот через вас хотят осудить всю Германию. Это неправильно. И там такой идет поединок этого защитника, который как раз и говорит о том, а почему судят именно этого? А они действовали все по законам, которые тогда были. Вот такие были законы. А почему не осуждают нарушения там, союзников и так далее? А ему противостоит обвинитель, который как раз вот участвовал в освобождении одного из концлагерей, и он не может забыть и пережить вот это вот весь ужас. Это тоже фильм, который вопросы важнейшие, личной и коллективной ответственности поднимает. Но мы сейчас с вами увидим сцену, в которой действует судья. Значит, судья, который председательствует на этом процессе, его зовут Спенсер Трейси, он живет в особняке, принадлежавшем какой-то аристократической семье, которая отсюда уже выгнана, конечно. И ему прислуживает очень симпатичная пара, которая раньше служила и прежним хозяевам. И тут приезжает прежняя хозяйка, а ее играет Марлен Дитрих, соответственно, изысканная, элегантная. Она приезжает забрать свои вещи. И она на него производит очень сильное впечатление. И вот он ее провожает, там дает ей машину, чтобы она отвезла вещи, и возвращается на кухню. Сейчас мы послушаем разговор, а потом будет самое главное голосование. Не могла же я ее не пустить. Зачем вообще разрешил так? Садитесь, садитесь. Миссис Хаммерштадт, вы служили у миссис Бертхольд, не так ли? Да, Ваша честь. Она долго здесь прожила? Мадам Бертхольд? Ох, много поколений ее предков жило и умерло здесь, Ваша честь. Спасибо. Вам что-нибудь нужно, Ваша честь? О, да, я, видите ли, хотел сделать себе сэндвич. Ох, я сама все сделаю, и вообще обращайтесь только ко мне. Нет, что, не надо. Я всегда сам дома себе делаю сэндвич. Хорошо, с чем вы любите? У меня есть колбаса, ветчина, сыр и свежий паштет. С сыром было бы чудесно. Сейчас все будет готово. Спасибо, вы очень любезны. Мистер Харбенштадт, как это было
жить при национал-социализме. Как это было, Ваша честь? Да, я имею в виду изо дня в день. У себя на родине я знаю многих таких людей, как вы. Трудолюбивых, хороших и добрых. И я не представляю себе, как вам жилось при Гитлере. Мы с мужем не занимались политикой, никогда не занимались. Дай мне стакан для молока. Сейчас. Да, но все же. Вы, наверное, замечали, что происходит вокруг? Здесь ведь многое происходило, мистер Хальбенштадт. Парады. Гитлер и Геббельс частенько сюда приезжали. Как это все было? Мы не ходили на митинги, это нас не интересовало. Я же не собираюсь вас судить. Я просто хочу все знать. Вот сэндвичи, Ваша честь. Спасибо. Всегда к вашим услугам. Спасибо. Было, например, такое место Дахау, совсем близко от того города, в котором вы живете. Вы знали, что там происходит? Мы ничего об этом не знали. Мы ничего не знали. Никто из нас ничего не знал. Как вы можете спрашивать, знали ли мы об этом? Простите. Ваша честь, мы всего лишь маленькие люди. Мы потеряли сына на фронте, а дочь во время бомбежки. Мы чуть не умерли с голоду во время войны. Для нас все это было ужасно. Я вас понимаю. Гитлер делал не только плохое. Я не могу сказать, что он не сделал ничего хорошего. Он построил автомагистрали, многим дал работу. Я не могу сказать, что он не сделал ничего хорошего. Но все остальное, то, что Гитлер сделал с евреями и другими, мы ничего об этом не знали. Мало кто из немцев знал. И даже если бы мы знали, что бы мы могли сделать? Но миссис Хальбенштадт сказала, что вы ничего не знали. А миссис Бертхольд, как она реагировала на все это? О, мадам Бертхольд замечательный человек, Ваша честь. Охотно верю. А где ее муж? Он был в армии. И что с ним случилось? Он был одним из обвиняемых по делу Молмеди. Генерал Бертхольд. Карл Бертхольд. Его казнили, Ваша честь. Да, я знаю. Голосуем. Вот видите, сразу видно отличие от предыдущих голосований. Там всюду было какое-то мнение, которое разделяло большинство. Это не значит, оно единственно верное, но было такое. А вот здесь, где бы я не задавала этот вопрос, зал разделяется. Наверное, потому что нет одного ответа. И в разных странах очень по-разному. Где-то строже относятся к этой паре, где-то мягче. Я вижу, что здесь, конечно, преобладает строгость. В общем, довольно большой разрыв такой. Ну, вот понимаете, ясно, что этот вопрос касается далеко не только этой пары, далеко не только тех, кто жил тогда, скажем, в Германии. Понятно, что вот этот же вопрос уже сейчас задает себе огромное количество людей в России, за пределами России, и мы будем этот вопрос задавать. И понятно, что одного ответа на него нет, и каждый отвечает по-разному. И это, наверное, один из самых важных вопросов, одна из самых важных проблем.
И вот в зависимости от того, кто и как ее будет решать, ну, от этого посмотрим, как все будет развиваться дальше в России. Если вернуться к ситуации с Германией, то в конце 40-х общее настроение было такое. Ну, там, что думали про себя, это думали, помалкивали. Хотя, скажем, даже тогда по социологическим опросам, а понятно, что люди могли бояться высказываться, в социологических опросах очень много людей говорило, что вообще-то национал-социализм, ну вот примерно как эта милая женщина, национал-социализм неплохая идея, только Гитлер испортил. Это они говорили открыто, а что думали, тоже интересно. Но вот преобладало такое представление, что все, хватит. Прошли процессы. Ну, Нюрнбергские процессы только самые знаменитые, а вообще-то их было еще очень много над нацистскими преступниками в разных странах, которые были оккупированы. Эти процессы были очень жесткими, было вынесено огромное количество смертных приговоров. И сегодня многие из этих приговоров вызывают вопросы. Ну, я не говорю там про какую-нибудь даже, не знаю, там, Польшу под контролем сталинистским, где совершенно непонятно, кого осуждали по делу, а кого просто вешали какие-то обвинения. Очень непросто проходили, скажем, процессы во Франции, в такой какой-то жуткой совершенно обстановке накаленной, и тоже к многим из них есть вопросы. Но вот что касается Германии, к концу 40-х такое ощущение было, все, хватит, уже наказали. Гитлер лежит в могиле, кого-то повесили, кого-то дали там пожизненное, 20 лет, все. И мы строим нормальную жизнь. Вот фильм «Нюрнбергский процесс», он начало 60-х фильм, и в это время, конечно, в Советском Союзе американские фильмы очень редко показывали. Но понятно, что его показали, потому что там последний кадр в этом фильме, там такая заставочка, где написано: ни один из людей, осужденных по этому процессу, не отсидел свой срок до конца. И они действительно все вышли по амнистии. В начале 50-х была мощная амнистия, с одной стороны, а с другой было просто смягчение вот этих правил денацификации. Ну, и это дало, конечно, советским пропагандистам возможность объяснять, что Конрад Аденауэр, значит, глава ФРГ, антифашист. А его изображали, конечно, милитарист, реваншист, там карикатуры, где он руку поднимает в нацистском приветствии и так далее. Но он это делал совершенно не потому, что он был реваншистом, а потому что он считал, что таким образом можно, ну, затянуть раны. Все, преступники наказаны, и теперь страна живет спокойно. Что касается денацификации, то просто выяснилась такая вещь, что если строго следовать принятым правилам, то некому будет работать врачами, учителями, в администрации. И пришлось смягчить и взять, ну, там, не убийц, но, во всяком случае, людей, активных нацистов, скажем так. И где-то вот до конца 50-х, до начала 60-х было ощущение, что это срабатывает. Ну, живут себе и живут, все нормально. Потом, вот к началу 60-х, во-первых, выяснилась такая вещь, что не наказано огромное количество преступников. Именно преступников, вот не тех, кто, как эти люди, там ничего не делали, и, может быть, на них есть нравственная ответственность или нет. Не наказаны преступники, убийцы, палачи. Только в конце 50-х был создан орган государственный, который вот действительно занимался расследованием этих дел заново. Ну, кто-то бежал из Германии, а были люди, которые жили себе спокойненько. Вот была такая потрясающая история. Был некий человек, который был комендантом концлагеря и, соответственно, был по горло в крови. Он попал в плен к американцам. Он не мог скрыть, что он эсэсовец, но он немножечко изменил фамилию, и, соответственно, не поняли, кто он такой. Он сколько-то отсидел, потом он вышел, занимался бизнесом, там еще что-то. Потом он пошел на государственную службу, его назначили начальником лагеря для перемещенных лиц. А потом выплыло, что он был эсэсовцем, и его уволили. И он был настолько уверен в себе, что он подал в суд на государство.
Почему? Я уже отсидел, все. Почему вы меня уволили? И вот тут про него написала пресса, его фотографии увидели его бывшие жертвы, и выяснилось, что вот этот палач спокойно совершенно жил. И таких историй было довольно много. И к началу 60-х в Германии было очень мало людей, которые как-то хотели дальше раскручивать вот эти проблемы. Был такой человек, прокурор земли Гессен, которого звали Фриц Бауэр. Он сам прошел нацистские лагеря, и он был совершенно вот поведен на мысли, что надо ловить этих преступников. Сегодня есть там фонд Фрица Бауэра, премия его имени. В тот момент все на него смотрели, псих какой-то совершенный. И он говорил, что он ощущал себя совершенно одиноким, что другие адвокаты, юристы, судьи, никто его не поддерживал. А он упорно шел по этому пути. Похоже, что он дал израильтянам наводку на Эйхмана, и они выкрали его в Аргентине. Но он искал очень много преступников, и в начале 60-х он сумел организовать во Франкфурте процесс палачей Освенцима. То есть вот люди, которые служили в Освенциме, жили себе в Германии ненаказанные. И был мощный, огромный процесс, который, конечно, очень шокировал всю страну, потому что выяснилось, что эти убийцы жили среди них. Там были вынесены разные приговоры, но смертной казни уже не было, там были пожизненные заключения, там были разные сроки. Можно только радоваться. Фриц Бауэр был в отчаянии, он считал это полным провалом, но через несколько лет он покончил с собой, там, очевидно, были у него какие-то личные соображения, но он, конечно, он был, вот эта травма и концлагеря, и того, что происходило, она не прошла даром. Он говорил, что этот процесс легализует Холокост. Как это так? Наказали же. А вот посмотрите, самые тяжелые приговоры выносились тем, кто убивал не по приказу. Ну, то есть, надзиратель избил заключенного, заключенный умер. Это преступление, безусловно. Его судят как убийцу и дают пожизненное. А человек, который нажимал кнопочку в газовой камере и пускал газ, и убил тысячи людей, это была его работа. Его судят как пособника и дают 8 лет. И Фриц Бауэр говорил, то есть получается, что эти приказы, которые спускались, что они были законными, это смягчающее обстоятельство. И он не мог этого признать. И вот что интересно, что к этому моменту уже около 10 лет, даже больше, как были сформулированы знаменитые Нюрнбергские принципы. После Нюрнбергских процессов под руководством ООН Международная комиссия обработала материалы Нюрнбергских процессов и сформулировала принципы, которыми должна руководствоваться международная юстиция. Ну, это не законы, их нельзя навязать. Но сегодня, скажем, для международной юстиции эти принципы, само собой разумеющиеся. Вот очень интересно, что в 60-е немецкие суды еще этому не следовали. А принцип очень интересный. Например, выполнение преступного приказа может считаться смягчающим обстоятельством только в том случае, если жизни исполнителя непосредственно угрожали. Ну, то есть, если на него навели пистолет и сказали, вот ты сейчас не расстреляешь этих невинных людей, тогда мы убьем тебя. Тогда это смягчающий фактор. А если, ой, у меня ипотека, меня уволят, дети малые, что со мной будет, что скажут соседи, это не смягчающий фактор. И преступный приказ – это преступление, выполнять его. Это было в начале 50-х еще сформулировано. Там же, кстати, было сформулировано, что главы правительств не могут быть исключениями и тоже должны подвергаться суду за преступления против человечности. Но вот в начале 60-х это еще не было настолько понятным. И дальше с Германией действительно произошла какая-то уникальная вещь. Вот здесь я совершенно согласна с Николаем Эпле.
где-то на рубеже 60-х, 70-х произошел перелом. Вот одна активистка немецкая писала, что она училась в начале 60-х в школе, и она вообще не слышала слова «Холокост». А ее сестра пошла в школу через 5 лет, и им все время про это говорили. Вот что-то изменилось. В 70-м году канцлер ФРГ Вилли Брандт приезжает в Варшаву и становится на колени перед памятником героям восстания в Варшавском гетто. И это такой вот символ покаяния Германии. Но одним символом дело не ограничилось. Мы можем сказать, понятно, что и сегодня там есть неонацисты, есть те, есть все, безусловно. Но вот мне кажется, что уникальность германской ситуации заключается в следующем. С одной стороны, с конца 60-х есть абсолютно последовательная государственная политика. То есть принесены все извинения, сказаны все нужные слова, проведена огромная работа по выплате компенсации жертвам. Причем это далеко не только жертвы концлагерей. Это, скажем, те, кто должны были эвакуироваться из родных мест, потому что они бежали от фашистов. Вот я была в 2015 году в Берлине на семинаре, который был как раз посвящен тому, как Германия справляется с итогами Второй мировой войны. Это потрясающий совершенно был по глубине интересу семинар. Но вот там была одна вещь, меня поразившая. Ну, то, что жертвам выплачивают, там даже до сих пор, это я все знала, потому что, скажем, вот среди моих родственников как раз были те, кто, скажем, бежали из Киева, еще что-то, и они потом в Израиле получали очень большие какие-то льготы, компенсации и так далее, в основном за счет, конечно, денег немецких. Только там, на этом семинаре, я узнала, например, такую вещь, что была комиссия, но сейчас она уже выполнила свою функцию, она распущена. Они много лет искали тех, кого угнали в Германию на принудительные работы. А это были тысячи людей из совершенно разных стран. Да, от Советского Союза до Франции, там кто угодно. Они нашли большую часть этих людей и выплатили им компенсации. И меня особенно поразило то, что на встрече вот с этим человеком, который нам рассказывал, его кто-то спросил, а вот вы не думаете, что это унижает людей, что вот они так страдали, а вы им деньги платите? Я подумала, странный какой-то вопрос. А человек говорит, вы знаете, мы думали про это, мы очень боялись их оскорбить, и мы постарались сделать так, чтобы это было максимально тактично, и, насколько мне известно, никто не жаловался. То есть даже про это они подумали. Но помимо государственной политики, ведь в Германии есть огромная общественная поддержка этого, совершенно невероятная, на уровне общественных организаций, волонтерства огромного по отношению к Израилю, по отношению к там, бывшим странам Советского Союза. Невероятное совершенно. Эти камни преткновения, которые в разных городах, ну, из которых вырос российский последний адрес. Да, когда идешь в Берлине и видишь камень, на нем написано, что из этого дома увели человека, и он погиб. И, то есть, вот государственная политика подкрепляется осознанием общества. Я бы очень дорого дала за то, чтобы понять, что здесь первично. Это государство так воспитало общество, или это общество так надавило на государство? Я не знаю. И я не знаю почему, но для этого понадобилось около 25 лет. Да? То есть вот с 45-го, ну там условно говоря, до 70-го. В чем дело? Это бурные 60-е, это молодежный бунт, и новое поколение задает вопросы. А может быть, дело в том, что 10 лет жили спокойно и как-то вот успокоились, и, может быть, не так плоха была эта политика забвения. А может быть, наоборот, из-за нее вот потом начинается этот бунт. Я не знаю и очень бы хотела понять. И я понимаю, что вот эта ситуация, когда проходит большой отрезок времени, и все меняется. Это не только немецкая ситуация. Она есть и в других странах тоже. Ну, вот Испания, совершенно там все по-другому. Там, конечно, была диктатура, но другая, естественно, несопоставимая с гитлеровской. Ну, там много крови пролилось, то жуткая гражданская война, страшные годы первые после победы Франко.
И едва только придя к власти, Франко отдал приказ строить вот этот мемориал в долине павших. И его строили очень долго, там, с начала 40-х до 1958 года. На строительстве работали политзаключенные, усиленно использовались. И сначала Франко хотел, конечно же, вот там в пылу, в угаре этой своей победы, опьяненной всей кровью, он хотел, чтобы это был памятник погибшим франкистам. И так это все и сделали. Не случайно поставили крест, потому что правительство Народного фронта было принципиально антирелигиозным. Не случайно там похоронили Хуана Антонио Прима де Ривейру, создателя «Фаланги». То есть это был такой мемориал франкистам. Но к концу, когда его достроили, уже сильно все изменилось в стране, и его убедили сказать: нет, знаете, это мемориал всем, кто воевал в гражданскую войну, вот все уже дело прошлое, мы теперь все примирились. Ну, этому, конечно, мало кто поверил. И не случайно потом сегодня Франко, вернее так, не случайно сначала Франко похоронили там в долине павших, а не случайно потом его оттуда вынесли. И вот Франко, он менялся очень сильно, его режим, он делал несколько амнистий, что не противоречило тому, что до последних лет там была смертная казнь, казнили противников режима, политических заключенных, там много чего было странного и интересного. А дальше Франко умирает, и Испания, это уникальный случай, ни с чем не сопоставимый, где абсолютно мирным путем демонтируется диктатура. Ну, мы можем сказать, что она там эволюционировала до этого. Вот сейчас Александр Баунов написал очень интересную книгу «Конец режима», про то, как рухнули режимы в Испании и в Португалии. Значит, было все совершенно мирно. И начали эволюцию не революционеры, и не коммунисты, никто такой, а начали, вот Адольфо Суарес, архитектор испанской перестройки, он был фалангистом, он был, таким не самым крупным при Франко, но чиновником средней руки, он вполне был во всем этом замешан. Но он начал последовательно демонтировать систему. Там была попытка путча, и Суарес очень себя мужественно вел, король Хуан Карлос, который вообще-то не вызывает как-то особых симпатий, но во время путча повел себя исключительно благородно, мужественно, достойно, показал, что он не переходит на их сторону, и это способствовало моментальному подавлению путча. Но, как сегодня понятно, что главный фактор, который привел к вот этому бескровной перестройке, это так называемый пакт молчания. То есть франкистской элите были даны гарантии, что мы вас не будем трогать, мы не будем вас судить, мы не будем вас карать, мы не будем отнимать вашу собственность, а вы просто уйдите. И они это приняли. И опять у меня невероятная какая-то раздвоенность по отношению к этому. Потому что, с одной стороны, как? Да, вот эти все подонки. И они просто сохранили свои они же еще там какие-то стали герцоги, графы, бог знает кто. Значит, сохранили свои титулы, сохранили все. И ничего. И в Испании до последнего времени, скажем, в школах не изучали гражданскую войну, чтобы не разрывать общество. Но общество про это помнит. Вот я несколько лет ездила отдыхать в маленькую деревушку в горах Кастилии. Там 300 с лишним человек живет. 2 бара. Сегодня в один бар ходят франкисты, в другой республиканцы. Сегодня. Понимаете, насколько это живо? И вот прошло где-то примерно четверть века после смерти Франко. А если мы считаем от конца гражданской войны, то прошло там 3/4 века. И вдруг оказалось, что новое поколение не принимает пакт молчания. И
это все стало выходить наружу. Люди стали требовать каких-то изменений. Появились мемориалы на улицах. Ну, конечно, я так понимаю, что здесь лидирует Каталония, которая всегда готова к центру как-то. И она такая активно антифранкистская. Но там очень много вдруг на улице такой стенд. Здесь была тюрьма. Вот по этой дороге людей вели на расстрел там, и так далее. Вот Франко, значит, вынесли, захоронили просто с семьей его. И сегодня там такое, может показаться просто диким совершенно, ну, огромное количество людей, особенно в первые годы после конца гражданской войны, они просто исчезали. Где-то погибли, расстреляли, непонятно где. Вот сейчас люди добиваются, что им указывают место захоронения их там дедушек, бабушек, прадедушек. Они их выкапывают, они везут домой там, на кладбище в свой родной город, и перед этим они фотографируются с этими костями и выкладывают эти фотографии в Инстаграме. Это может показаться очень диким, но надо, конечно, сказать, что такой вот латинский подход к костям, он, в общем, это не так дико, как может показаться, как, например, мне кажется. Но здесь главное не в этом, а в том, что вот почему-то этим людям необходимо сказать всему свету: я добился справедливости, я теперь знаю, что произошло с моим дедом. Вот это сегодня пакт молчания разрушается. И опять прошел срок, прошло время, когда все было тихо. Я с ужасом начинаю думать, что, может быть, это необходимо, этот период, вот этот кусок. Но, с другой стороны, это как-то так несправедливо ужасно. Но возникает вопрос, что мы больше хотим? Справедливости любой ценой и новой крови? Я не знаю. Меня очень пугают эти вопросы. И к сегодняшнему дню ответов, единого ответа на него, конечно, нет. То есть, с одной стороны, понятно, что преступление должно быть наказано. Ну, вор должен сидеть в тюрьме, как говорил Глеб Жиглов. И трудно с ним не согласиться. А уж убийца тем более. И опять же, прошедшие десятилетия в разных странах, далеко не только, скажем, в Германии или в Советском Союзе, показывают, что далеко не всегда страна сама может справиться с этой ситуацией. И отсюда вот прошло несколько десятилетий после Нюрнбергских процессов, и мир вернулся к идее международной юстиции. Ну, понятно, что пока была холодная война, то как-то было странно об этом говорить. А в 90-е годы, во-первых, вроде бы казалось, что теперь мир един, а с другой стороны, произошли какие-то такие взрывы насилия в Югославии, в Руанде, которые... Вот как с ними разобраться? Так возникли первые международные трибуналы. Международный трибунал, ну, первые вот уже для нашего времени. Международный трибунал по Югославии, Международный трибунал по Руанде. А вот это здание, обнадеживающая фотография, это просто Международный уголовный трибунал, то есть как бы на все будущие случаи. Уже не создаем конкретно, а предполагаем, что будет еще. И я... лет, наверное, 15 назад, я была на экскурсии в этом суде, и это на меня произвело сногсшибательное впечатление, потрясающее. То есть, с одной стороны, полное ощущение, это когда демократия воплоти. Огромное количество юристов, которые разбирают там все доказательства мельчайшие. Невероятная работа со свидетелями, программа защиты свидетелей, программа там, их поддержки психологической, особая роль, которая жертвам. Ну, обычно потерпевшие, в общем, пассивное лицо в суде, а здесь они могут выступать с заявлениями, могут как-то влиять на ход процесса и так далее. Все просто гигантская какая-то демократическая машина. С другой стороны, в тот момент, когда я там была, там разбиралось 4 дела. Вот вся эта огромная машина работала на 4 жутких, страшных, ужасных кровопийц, чтобы их осудить. Ну, скажем, в этот момент там было дело Чарльза Тейлора, бывшего президента Либерии, страшного человека, который свою страну залил кровью, а потом он еще влез в Сьерра-Леоне, а там алмазы в Сьерра-Леоне, и там тоже
Ну, то есть там весь набор одинаковый. Убийства, пытки, изнасилования, дети-солдаты, когда там с 12-13 лет детей заставляют убивать. Ну, вообще кошмар полный. Тейлор долго оставался президентом, потом его свергли, он удрал в Нигерию, думал там отсидеться, американцы стали давить, он понял, что его сейчас выдадут, он попытался убежать, его схватили. Его судили, дали ему 50 лет, но он человек не молодой, так что вряд ли он их досидит, и он сейчас сидит на севере Англии. И вот здесь несколько важных вещей. То есть, с одной стороны, очень хорошо, что был этот процесс, который вскрыл его злодеяния и так далее. С другой стороны, он не один это совершал. Кто судит вот те сотни командиров, которые творили ужас? Но, очевидно, там как-то в Либерии судят, как, предпочитаю даже не думать. Дальше его удалось схватить, мог бы и удрать. Его могут судить международным трибуналом, во-первых, если его страна подписывает соглашение об этом и готова его выдать. Я, например, знаю одну страну, которая в 2014 году вышла из соглашения о международном трибунале. Не скажу, сами догадайтесь. С другой стороны, вообще его могут судить только если какая-то страна, входящая в это соглашение, скажет, да, если его осудят, мы готовы его принять. Ну, потому что, а куда его сажать-то? В Гааге нет тюрьмы для тех, кому уже вынесли приговор. Возвращать в свою страну, его там убьют сразу. Значит, вот кто-то должен согласиться и взять на себя, а это нелегко. Мало ли там его потом какие-то террористы захотят освободить. Другая вещь. А вот как заставить выполнять эти решения? Вот тоже в тот момент, когда я там было другое дело. Очень знаменитого человека, президента Судана Аль-Башира, тоже страшного совершенно человека. И вот это был очень интересный прецедент, потому что это был первый глава государства, ордер на арест которого был выписан, когда он еще был главой государства. И там был вот этот прокурор международного суда, который он не мог смириться с мыслью о том, что этот человек не будет арестован. И я думала, как-то странно, да, он юрист, все-таки, очевидно, крупный, если он достиг таких постов. Как он так? Он как-то себя невероятно эмоционально вел. Ясно, что Башир не собирался сам себя выдавать. И там не ездил в Европу, а по Африке ездил, и там даже многие говорили, что а что эти там будут в Гааге нашего судить. И тогда этот прокурор сказал, а давайте мы перехватим его самолет. Если бы Международный суд возглавлял Александр Григорьевич Лукашенко, то, наверное, вопрос был бы решен. Но нет. Некоторое время Башир летал там под охраной истребителей. Естественно, никто его не перехватывал. Но это просто говорит о том, что вот он уже от отчаяния был готов на все. И потом я поняла, он же не просто так выписывает ордер, а ордер выписан за геноцид в Дарфуре. То есть он смотрел, этот Окампо, он смотрел документы о том, что творилось в Дарфуре. И это, очевидно, настолько его просто ударило, он начал просто охоту с Баширом. Но у него, конечно, ничего не вышло. Сейчас Башира свергли, он сидит в Судане. Я, кстати, не знаю, как изменилось ли его положение вот в связи с последними событиями, но они его там собирались судить за расстрел демонстраций, за коррупцию. А потом мы его выдадим в Гаагу и судите за Дарфур. Но пока этого не произошло. Но это все показывает и сильные, и слабые стороны международной юстиции. То есть сила понятна. Когда судят дома, то возможны две крайности. Или судить слишком жестоко, или, наоборот, слишком мягко. И на то есть примеры. Здесь вроде бы некоторая объективность. Это хорошо. С другой стороны, это как бы показывает вот единство международного сообщества, какие-то общие нормы, тоже хорошо. То есть здесь задача именно не просто кого-то наказать, а норму сформулировать. Это очень важно. С другой стороны, мы знаем, что, например, и трибунал по Югославии, и трибунал по Руанде, они вызывали неоднозначную и продолжают вызывать неоднозначную реакцию в этих странах. То есть кто-то принимает эти решения, а кто-то говорит, а почему они нас судят? Они кто такие вообще, чтобы нам указывать? И с другой стороны, выясняется, что
Против Лома нет приема. Выписали ордер, а он сидит у себя, и все, и ухмыляется. И, я верю в необходимость международной юстиции, то есть, наверное, она, конечно, не идеальна. Но главное – это даже не только то, что там кого-то не могут поймать, а главное для меня вопрос в том, насколько этого достаточно. То есть, чтобы кого-то наказать, этого достаточно. А чтобы у людей мозги изменились, это большой вопрос, достаточно или нет. И вот здесь как раз возникают мысли о том, почему немцы так странно относились к этому процессу денацификации, почему испанцам понадобилось столько времени, чтобы нарушить пакт молчания. И вот здесь мы обращаемся к этому замечательному человеку, которого звали Карл Ясперс, это выдающийся философ немецкий. Сейчас только ленивые не цитируют Ясперса, и я, конечно, тоже буду его цитировать. Ясперс еще в 1945 году читал лекции в Германии. А надо сказать, что Ясперс был абсолютно ни в чем не замешан. Он был женат на еврейке, он отказался с ней развестись. Его побоялись арестовать, он был очень знаменит, но его лишили возможности преподавать в университете, заниматься научной работой. В общем, они сидели с женой дома и ждали депортации. Есть даже версия, что в апреле 1945-го уже был подписан приказ, но, к счастью, не успели. То есть Ясперс чист. И он читает лекции, которые потом превратились в книгу о виновности. Она была давно издана в Советском Союзе, недавно ее переиздали снова в издательстве «Альпина». И к этому новому переизданию там предисловие Николая Пле, который пишет, что он стал перечитывать и карандашиком подчеркивать то, что актуально для сегодняшнего дня. А когда закончил, то понял, что он подчеркнул 90% книги. А я поймалась на том, что я читала в интернете и копипейстила, себе там копировала какие-то кусочки. И потом я тоже подумала, что я сделала, потому что я скопировала почти всю книгу. Потому что действительно там вообще каждое слово про нашу жизнь. И то, что Ясперс тогда писал, далеко не всем нравилось. Он читал лекции, а американцы отправили какого-то своего человека посидеть на этой лекции, послушать, что там этот профессор говорит. И он написал отчет потом. И говорит, что как только профессор Ясперс коснулся ситуации в современной Германии, то студенты стали шаркать, чихать, в общем, мешать ему. Он навел порядок быстро и продолжил лекцию. Но надо сказать, что в 1948 году он уехал в Базель, в Швейцарию, и дальше так там и жил. Он приезжал в Германию часто, но он предпочел жить в Швейцарии. Что-то у него с его родной страной не сложилось. Описал он следующее. Говорил в этих лекциях, что с его точки зрения существует 4 вида виновности. И, соответственно, для каждого из них свой вид ответственности. Тут надо понять такую вещь, что под словом «ответственность» не имеется в виду обязательно тюремный срок. Ответственность – это то, что мы ощущаем, обязанными себя сделать. И какие же это виды? Первый – политическая виновность. Здесь Ясперс, еще раз говорю, человек абсолютно ни в чем не замешанный. Он говорит, все граждане Германии, на них распространяется политическая вина. Почему? Потому что не свергли тирана. Потому что, вы пытались свергнуть? Плохо пытались, потому что не вышло. А вы боролись? Вы не боролись. А вы боролись, но ничего не добились. Поэтому на всех, говорил он, даже на антифашистах. То есть он себя тоже не исключал из этого. Какая ответственность? А ответственность тоже политическая. То есть вся ответственность политическая заключается в том, чтобы принять действия государства. Какие? Признание вины, выплата репараций, компенсаций и так далее. И он резонно говорит, мы платим налоги. Из наших налогов выплачиваются компенсации. То есть мы все их платим. Мы соглашаемся с политикой государства. Это наша политическая ответственность. И сейчас я, наверное, может быть, ужасную вещь скажу, но вообще-то это самое легкое. То есть нелегко власть сменить. А это достигается, понимаете, сказать слова
Тут, конечно, другая сложность, как вот людей убедить в том, что это правильные слова. Но это делается политической волей. Дальше. Уголовная виновность. Ну, это понятно. Да? Это убийство непосредственно или там еще что-то. И он резонно говорит, значит, вот если политическая ответственность коллективная, уголовная может быть только личной. Это конкретные люди, которые совершили конкретные преступления. Понимаете, те, кто убивали людей в Буче, должны быть наказаны. Но это не значит, что все солдаты, которые были в Буче, должны сесть в тюрьму. И это очень сложный вопрос. И он очень важен как для России, так и для Украины. Вот я сегодня прочитала в новостях, что сейчас в Киеве уже создан такой филиал Международного Гаагского суда. Вот если всех судят скопом, это никому не помогает и никому не делает хорошо. То есть должны быть доказаны конкретно. Уже ведется очень большая работа, но это очень тяжелая работа. Потому что ясно, что никто же не подписывает приказ убивать мирных жителей. Это надо доказывать. И Ясперс говорит, обвиняемые имеют право защищаться, это должен быть процесс настоящий. И, соответственно, наказание тех, кого признали виновным. На Нюрнбергском процессе были люди, которых оправдали. Дальше. Вот эти две, это очень непросто, конечно, но с ними более-менее понятно. А дальше, Ясперс говорил, есть моральная виновность и метафизическая. И он считал, что моральная ответственность человек может обсуждать только со своей совестью. Вот она совесть. Вот здесь она нужна. Или с очень близкими людьми. А метафизическую это вообще только между ним и Господом Богом. То есть идея его в том, политическая ответственность одно, уголовная – да. Но говорить человеку, ты несешь моральную ответственность, и сейчас, там, не знаю что, я тебе в рожу плюну. Очень хочется часто это сказать. Но это будет только удовлетворение от плевка, и все. А человек решает со своей совестью. Ага, а если он со своей совестью договорится, значит, он со своей совестью договорится. Ну, хотелось бы создать в обществе такую ситуацию, в которой максимальное количество людей прочувствуют вот свою ответственность. Но только если это будет охота на ведьм, вот тут мы вспоминаем про немцев, да, которым говорили про их вину. Они говорили, да, виноваты. А что они там думали на самом деле, совсем другой вопрос. А вот мне представляется, что для очищения страны невероятно важно именно, чтобы люди прочувствовали это. И, наверное, многие из вас слышали имя человека, живущего в Томске, которого зовут Денис Карагодин. Он сделал удивительную вещь. Ну, конечно, сегодня это было бы невозможно, а это было, наверное, 10 назад. Он через суд, он подал в суд на ФСБ, и через суд он получил дело своего расстрелянного прадеда. Он создал общественную организацию, это можно найти на сайте karagodin.org, он там все это опубликовал. Он нашел имена тех людей, которые работали палачами в 1938 году в Томской тюрьме, и опубликовал эти имена, их фотографии. И это прочла одна женщина, которая поняла, что один из этих палачей ее дедушка. Ну, тут можно сказать, ага, одна прочла, а другие нет. Но мы не знаем. Может, они тоже прочли. А вот они прочли и ничего не сказали. Но мы не знаем, что там у них в душе происходит. Но вот эта Юлия, прочитав, написала письмо Денису Карагодину. И она не говорила ему, что он там наемник НАТО, а она написала ему следующее. «Умом понимаю, что я не виновата в произошедшем, но чувства, которые я испытываю, не передать словами. То горе, которое принесли такие люди, не искупить. Задача следующих поколений – просто не замалчивать. Все вещи и события должны быть названы своими именами. И горько, что ничего я не могу исправить, кроме того, что признаться вам в моем с Зыряновым Николаем Ивановичем родстве и поминать вашего прадедушку в церкви». А он ей ответил:
Вы написали мне очень искреннее и проникновенное письмо. Это очень мужественный поступок с вашей стороны. Я искренне вам благодарен. Я вижу, что вы прекрасный человек. Я счастлив, что вы такая. И горд, что могу написать вам это прямо и не кривя душой. В моем лице вы не найдете врага или обидчика, лишь человека, хотящего раз и навсегда обнулить всю эту бесконечную, кровавую русскую баню. И как он пишет, что они с Юлией заключили акт гражданского согласия и примирения. Ну и понимаете, на это можно много чего возразить. Вот в одной лекции я про это рассказывала, вышел человек и сказал: да вы не знаете Дениса Карагодина, не такой уж он хороший. Я никогда в жизни его не видела. Судя по фотографии, он человек довольно жесткий. И я так предполагаю, что человек, который судится с ФСБ, но речь совершенно не об этом, а о том, что он совершил такой прорыв, в общем. И даже речь не только о нем, а речь об этой Юлии, которая, к сожалению, в 21 году умерла, а он был на ее похоронах. Они встречались до этого несколько раз, она им какие-то документы передавала. И мы можем сказать: да, он хотел обнулить кровавую русскую баню. И что обнулил? Вот новая баня. Да. Но вот между этими людьми что-то произошло. И, к сожалению, очень хотелось бы, чтобы была такая кнопочка, которую вот действительно нажали, да, перезагрузка, и все обнулили. Такой кнопочки нет. И, соответственно, вот эта перезагрузка складывается из какого-то огромного количества разных человеческих решений. Но это не значит, что каждый должен найти кого-то, кому он будет каяться. Но каждый находит для себя вот эту вот какую-то свою моральную ответственность, которая может выражаться в совершенно разных вещах. Вот я под огромным впечатлением, у нас в Лиссабоне выступали мемориальцы. Это потрясающе совершенно было, вот как они держатся, какой свет от них исходит. И там была Светлана Алексеевна Ганушкина, наверное, знаете, такого замечательного человека. И двумя вещами она меня поразила. Сначала ей сказали: а как вот вы сейчас действуете в ситуации, когда в России уничтожено гражданское общество? Она говорит: а почему это вы считаете, что оно уничтожено? И дальше была такая речь, вообще духоподъемная. Она говорит: сколько людей нам сейчас поддержку высказывают, жертвуют. Я иду по улице, ко мне подходят, меня поддерживают. Но это ладно. Она говорит: а вы понимаете, что одни институты гражданского общества исчезают, а появляются другие? Вы понимаете, сколько тысяч человек, она вот употребила слово «тысяч», участвуют в разнообразных объединениях, которые помогают украинским беженцам, скажем, выбраться из России в Европу. И это действительно тысячи. Я уже много раз об этом слышала и много кого знаю, кто в этом участвует. А другая была вещь, тоже поразительная. Тоже встает девушка и начинает говорить: ой, я испытываю такую вину, вот я сижу здесь в Португалии, там, да, солнышко светит, океан, и я ничего не могу сделать, и мне так стыдно. Ну и долго вот это вот все объясняет. И она и говорит: а что вам стесняться? Хорошие вещи или там бороться за свободу можно в любом месте, где вы находитесь. И это тоже такой был какой-то невероятный, не знаю, прорыв к свету. Я вот очень часто это вспоминаю. И, конечно, она имела в виду далеко не только Португалию. И вот это моральная ответственность, где бы ты ни был. А что касается метафизической, Ясперс был человек очень религиозный, и вот метафизическая ответственность между человеком и Богом, тут вообще не влезть в это. И он считал, что она есть, метафизическая виновность есть у всех, кто хотя бы знал о преступлении, или там присутствовал при нем и не мог остановить, или просто знал о нем. Вот не случайно эти симпатичные люди в фильме, они всячески подчеркивают, что они не знают. Да, мы ничего не знали. Они вот чувствуют, что что-то не так. Был такой французский философ Раймон Дарон, который сказал: я не знал о Холокосте, потому что не хотел знать. Поэтому не знал. И сегодня при наших средствах массовой информации мы все знаем. Ясперс, или многое. Ясперс сказал: если бы у людей не было метафизической, если бы у нас не было метафизической ответственности, мы были бы ангелами. Но мы не ангелы. В общем, не поспорить. И в завершение
Стихотворение, которое в 1966 году написал Александр Трифонович Твардовский. Я не знаю, читал ли Твардовский Ясперса, но мне кажется, что нет. И я не знаю, был ли он религиозен, тоже мне кажется, что нет, но, может быть, я просто не в курсе. Но, во всяком случае, он написал следующее. «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же. Вот, на мой взгляд, совершенно замечательная формулировка моральной вины, метафизической вины. А ответственность из этого каждый формулирует для себя сам. Спасибо.